Так, я в эфире? Наверное, да. Непонятно. Да, все в эфире, в эфире. Всем привет! Кто бы ты ни был, где бы ты ни был, тебе привет. Так, сейчас, секунду, мы посмотрим, как стрим выглядит. Ох. Во-во-во. Звук в порядке. Мы смотрим матч Пари Сан-Жермен, Манчестер Сити. Подрубайте Матч ТВ. Привет, Лэтвоч. Подрубайте Матч ТВ и смотрите вместе со мной. Так, сейчас я выведу в отдельное окошко. Это замечательный матч. Вот. Так, я что-то не пойму. Вот сейчас. Нам тут показывают фрагменты из Шахтер Интер. 0-0 сыграли. Ну, понятно. Так, сейчас. Блин, ну поверх окон, что ли, меня? Ай-яй-яй. Лэтвоч, ну что думаешь, как сыграют сегодняшние наши товарищи? Завтра будет стрим Манчестер Юнайтед Вильяреал, должен быть. Блин, да что ж так начинает зевать хотеть, когда у меня стрим? Ну, уже время, правда. Спать еще рано идти, думаю. Ну и ладно. Шахтер Интер 0-0. Если кто-то расстроился по этому поводу, Манчестеру вообще дела не очень. В последнее время, так что не расстраивайтесь. Шахтер Интер, думаю, не самое печальное. Так, я жду матч вообще-то. Кстати, на гимне ЛЧ я, наверное, звук здесь вырублю с трансляции. Ну, потому что пипец, мне права прилетят авторские. Они запаривают реально на ютубе за каждый шаг. Я наконец-то, finally, я смотрю финал, финал. Матч ЛЧ я смотрю от начала и до конца. Это второй, правда, матч, но все же. Зенит Мальмё. Нет, это выше моих сил. Зенит Мальму смотреть, я не знаю. Подожди, а как я стрим проведу по Манчестеру, когда завтра не будет этого матча? А где же мне смотреть Манчестер и Вильяреал? Стрима не будет, ребят, нет трансляции. Око не покажет Матч ТВ в своем репертуаре. Они, блин, выбрали Ювентус Челси. Почему они его выбрали? Какого фига Ювентус Челси? А Манчестер Вильяреал не важно, что ли? Так, Марина, не спи. Завтра в 22:00 матч. Надо, значит, какую-то подписку иметь. На какой-то там, типа, матч, футбол, 1, 2, 3, чтобы смотреть. Не, спасибо, пока не надо. Око Спорт достаточно мне. Хотя бы АПЛ есть в полном объеме, и ладно. Парк де Пренс. Красивый стадион встречает гостей. Я хочу, чтобы... Я даже не знаю, я не люблю ни тех, ни тех. Я хочу, чтобы здесь был красивый футбол. Вот так я это назову. Но если перечислять всех проигравших, то придется, конечно, расширить этот список до 3, поскольку Маурисио Почеттино еще и в 2019 году лично... Почеттино это такой ужас был. Такой ужасный футбол в финале показал. Я до сих пор забыть не могу. Против Ливерпуля. Вот, на меня подписались ребята, четвертьфинал позапрошлой, лига, полуфинал, лига прошлая, сейчас они как лучшие друзья, но перед матчем так может быть, конечно, вот у меня какой-то есть на Твиче, Сергей.
Катюша Рыбка подписалась и Вася Пупкин подписались. Прекрасно, меня это радует. Подписывайтесь всегда на мой канал, держите меня в курсе. Мне Донейшн об этом написал. На Twitch я 100 лет не заходила, я там просто не веду трансляции, надо будет, но там надо развить сначала что-то. Короткий галстук и длинные широкие шаги. Сейчас, секунду, ребят. 5 сек я подойду. Мне надо телефон найти. Все, я здесь. Зачем они выходят в этих повязочках? Смотри, Месси идет в повязочке, а этот идет кофеек пьет или что там пьет. Естественно, Леонардо Паредес. Это какой-то аниматы пьют. И он без этой маски. И также идет Верати. Так смешно вообще на это смотреть, ладно. Их проблемы. Месси и Верати пропускали матчи. Верати не играл почти месяц. Месси не было 2 последних матча. Пеп, размотай ПСЖ. Ты знаешь, я думаю, что Пеп способен. Я, кстати, кому-то говорила, что Пеп может хлопнуть Челси. Мне сказали, нет, Тухель обыгрывал Гвардиолу уже не раз, 3 раза хлопал. Без маски мы видим раздевалку. Как отмечаем эту деталь. Ну и второе, пожалуй, сейчас одна звезда пришла, другая, видимо, собирается на выход. А Неймар здесь получается... Вот он рассказывает бред. Там Паред зашел без этой маски Верати, а он говорит, только Неймар идет. Я вообще не понимаю. Кстати, Казанский ушел с Матч ТВ. Если это так, я в шоке. А тут побежали. Нобель убежал, там был вообще бред. Канделаки по-своему объяснила, Нобель по-своему, но это очень странно. Это очень странно вообще. Казанский ушел. А зачем? У них есть полностью YouTube комьюнити, у них есть там свой канал, и там все хорошо у них. Ладно, возвращаемся. О чем я говорила, я уже не помню. Ладно. Так вот, то, что Тухель обыгрывал Гвардиолу, я думаю, блин, наверное, да. И что по итогу? По итогу они выиграли. Сити обыграли Челси. Вот он-то и прикол. Дай-ка я посмотрю, какие ставки дают, насколько. Я, например, думаю, что Сити выиграет. Вот такое у меня ощущение. Ну, 2 положит. Может быть, 1 гол забьет ПСЖ. Там Мбаппе жив-здоров, наверное, но все же. Так, 2.95 на ПСЖ, 2.37 на Сити, 3.7 на ничью. Кстати, не так уж и верят в Париж. Повторение финала Лиги Чемпионов прошлой. Да, это как Ливерпуль тоже. Ну, они стабильные. Например, нестабилен Манчестер Юнайтед, а эти клубы стабильны. Вот и все. Жаль мне Манчестер Юнайтед очень. Чувствую, этот сезон будет провальным. Хотелось бы, чтобы этого не произошло, но пипец. Вот кого я не очень понимаю, это покупку, вообще что я не понимаю в Сити, это покупку Грилиша, честно, за 100. Ну, он не стоит 100, ладно. Мое мнение, опять же. Короче, у Манчестер Юнайтед что-то пошло опять не так, опять какой-то дисбаланс, нужен топ, блин, в защите. Ну, там есть Варан, окей. Ну, походу, не тот, не то, что не тот защитник, но, наверное, не на нем же вся вина. Ну, с обороной проблема. На левый фланг, возможно, топ нужен больше, да. Не в центр. В опорку, ну, Фред не тянет. Деклан Райс, может быть, потянет, кто знает. В нападении, блин, Санчо никак себя не придет. Короче, нужны нормальные игроки. Купить какого-нибудь супернапа и на ФРВ поставить. А слева, допустим, Роналду. Да я просто уже вижу. Посмотри на эту игру. В кубке били, ничего не забили без Роналду. Астон Вилли не забили с Роналду. Я вот о чем. Ну, то есть, понимаешь, я согласна, что рано еще какие-то выводы делать. Но провал в плане не 1 место. Конечно, это будет не 10 место, в 4 они будут. Янг Бойс опять же проиграли при Роналду. Просто стабильность нужна. Нужна стабильность нужна Манчестеру. Грилиш не стоит своих денег, серьезно, он же лидер по острым передачам. Я не понимаю, почему он 100 миллионов стоит, но ему цена 60.
еще нет в пандемийное время, когда сейчас все сделали скидки, Астон Вилла выручил нереальные деньги, тогда можно было Санчо за 150 покупать, если уж сравнивать их таланты. Понятно, что Грилиш лучше заиграл, чем Санчо, я с этим не спорю. Я не говорю, что талант Грилиша там... Я обесцениваю его талант. Он талантливый чувак, но не на сотку. Я вот про что. Я чисто про сумму. Я считаю, это очень большая сумма для него. Вот и все. Это не значит, что он там не мастер передачи, все, острые пасы. Просто я думаю, что 100 миллионов отдавать за Джека Грилиша — это перебор. Вот и все. Не, просто я говорю... Когда начнется момент, когда у Юнайтед будет стабильность? Вот они вот начали классно, как с Лидсом, и идут так даже лучше. Нет, они, начали классно, и волна пошла. Вот это меня настораживает. Поэтому о каком там чемпионстве можно вообще речь вести? Знаешь, там из 5 игр смотришь, 3 победы, все остальное провалы. Это у меня в карьере такое возможно, но давайте без реального футбола так. Да блин, почему-то мне кажется, что это много сотка. Даже я слушала интервью какого-то чувака, или там читала, я уже не помню. Типа Невилла, ну кто-то вот обозреватель какой-то там в Англии такой известный. Он тоже удивился ценнику. Я помню тогда. Это когда Манчестер его покупал? Да, тоже много, согласна. Но его покупали-то... Он еще не таким был бестом, то тем более он провалился в Манчестере. Ну так провалился относительно, но какой-то нестарательный был. А Лукаку за сколько, кстати, купили в Челси? Меньше сотки. Просто я считаю, что если есть Грилиш и Лукаку, допустим, да, и у них ценники, я считаю, что Лукаку, вот при нынешней Лукаку стоит сотку, а не нынешний Грилиш. Вот и все. Ну как бы вот чисто цена высоченная. Ну, возможно, да, ты говоришь про внутренний чемпионат, переход там. Просто, знаешь, когда Санчо, за Санчо просили Дортмунд, да, в том году 100, Манчестер отказался, там 105, а взяли там за 80, что с чем-то, 85 или 80. Думаю, даже этих денег не стоит. Просто, блин, а какие деньжища за одного чувака, который, ну, не знаю. Просто не покупают же за 150 миллионов игроков. Просто я говорю, вот, 105. Это стоит этих денег, да, окей, тогда. Что у меня звук причем? А я что-то слышала, что... где мой чат? Официальный беттинг-партнер Мадридского Я что-то слышала, что этот... Грилиш оказался самым дорогим в Сити, что ли, я не поняла. Поэтому я еще думаю, неужели Лукаку дешевле Грилиша пришел? Нет, 105. Не знаю, мне кажется, что просто какие-то запредельные суммы. Ладно бы это прям совсем был ключевой. Но я сейчас посмотрю на него. Знаешь, я честно смотрела игры Сити, там парочку. Не впечатлил он меня. Может быть, я там не видела что-то, но не впечатлил. Как Санчо не впечатляет в Манчестере. Понятно, что Грилиш более, он и забивал, он более заметен, конечно, все это. Я не спорю, но Лукаку тоже этих денег стоит. Просто при нынешней пандемии они вроде сделали скидки на все, а ну поменьше стали просить, и поэтому я так удивилась. Да, забей, окей. Просто я сейчас увидела Грилиша и вспомнила. Вот, видишь, я что-то слышала, что самый дорогой вышел Грилиш вообще в АПЛ, поэтому, если в фунтах, да, наверное. Так, вернулись на поле. По степени притягательности, по степени магнетизма. Знаешь, я думаю, что Почеттино не способен обыграть Гвардиолу тактически. Я уж честно не помню, в каком Тоттенхэме против него играл. Может, и выиграл, там что-то ничейки делал. Такой академичный тренер. Кстати, вполне возможно, что если... не, в Барсу уже Хави придет. Он же любит Барсу или кого он там, Атлетик Бильбао, он, короче, басков любит. Если бы он пришел в Барсу, может быть, бы у него что-то там и вышло. Посмотрим. А вот ПСЖ слишком мощно для него.
против... Хотя такие клубы, возможно, и легче тренировать, когда у тебя такой топ-состав, который без тренера практически может играть. Но кто знает. Вместе, когда тот работал... Потому что, мне кажется, у Почеттино есть такая черта, он боится ошибиться. Особенно в финалах, там, в таких серьезных матчах, полуфиналах. Ну, прям на вылет. И он играет в очень осторожный футбол. Антифутбол даже. Это даже не футбол Мourinho, где ты там в обороне стоишь и бежишь там на контратаке. Кстати, ни один матч Мourinho не видела в Роме. Ни один. Не знаю, как они там играют. Если это автобус, то это пипец, потому что, ну, надо что-то новое привносить. А вот Почеттино, он какой-то трусливый футбол показывает иногда. Не резвый такой, не эмоциональный. Он играл против Брюгге в первом матче Лиги Чемпионов. В той встрече Париж вынужден был довольствоваться. 1/4 была у них. А Донарума сегодня за Париж в Лиге Чемпионов дебютирует. Тоттенхэм Сити. Блин, я все это забыла. Я, знаешь, помню, что Стерлинг с полуметра промазал. Это я помню. А с кем они играли? Я, возможно, так вот помню, но не... Ну, картинка какая-то есть в голове, но нет. Завязывать шнурки на бутсах. Пошли на футбольное Он академичный тренер. Я просто... Мне не близок такой футбол. Вот, наверное, все. Прям хочется спать под его футбол. Хоть там у него топ-состав, он умудряется проигрывать всяким Лилем и прочим. Причем у Лиля очень крутой тренер был, Готье. Он сейчас тренирует Ниццу. Может, я уже раньше на стримах говорила. Невероятно, он пришел в Ниццу и полностью сделал топов из них. Ну как топов, относительно для французской Лиги 1. Но команда борется наравне с серьезными клубами. А Лиль поплыл. Вот что фактор тренера важен как. Фактор влияет, пипец. И Лиль сейчас ни о чем, к сожалению. И вообще не знаю. Так, я сейчас звук дерну, подожди. Верни мне с трансляции звук. Вот, уберу. А то мне предъявят сейчас за авторские права. И прям тренер крутой. Вот, не знаю, получилось бы у него в Англии тренировать, но во Франции он хорош. Ну, пока что там, кто знает, как дальше будет. Но он стабилен. Вот здесь, где стабильность. Я знаю, что помню, что Тоттенхэм вышел в финал, когда это они обыграли Аякс. Вот это я помню. Мне было так обидно, я так хотела, чтобы Аякс прошел. Так, я включила. И в итоге они проиграли этот финал Ливерпуля. Вот это я помню. А вот Сити, да, но наиграл с ними, но я... Ну, обыгрывал, видишь, да. Так, Донарума. Ого, Хакими, Кимпембе, Маркинес, Верати, Мбаппе, Неймар, Эррера, Нуно Мендеш, Гае. И кто там у них? Я пропустила фамилию. Гана Гае. Неймар. Донаруму поставил, ну круто. Я, да, начало был гимн, я его вырубила, да-да-да. Сейчас же не было слышно весь гимн, я же отключила звук у себя здесь. Да, спасибо. Ну я его вырубила на... Секунд 4 прошло, но если что, я там вырежу фрагмент. Приветствуют друг друга. Так, Рубен Диаш, ну, Невиш хочет сказать, и Маркинес. Ну, у Парижа преимущество, а не дома. Да я, наверное, его смотрела, у меня из головы вылетел. Знаешь, момент со Стерлингом, флешбеки, это где он в сантиметрах, там, в полметре мажет мимо. И хватается за голову Пеп, и еще мимасики были, как из Титаника песня, и как он подскакивает, он мажет, и он падает, это очень смешно было. Да как, слышно, я же вырубила. Прям весь. Этой весны в тройке нападения. Я вырубила, короче, представь, звук отключила. Вот смотри, проверяй. Я сейчас выключила. Звук только свой оставила. Слышно что-нибудь? Вот сейчас. А что это у меня с... Я специально звук отключила. Вот сейчас нет звука, да? Только я говорю. Все, я... Ой, подожди. Это я себя выключила. Все, я включила. Вот сейчас включила.
А вот сейчас было слышно, что я выключала звук? Я не понимаю, это прикол какой-то, что ли, у Лига меня? чемпионов УЕФА, мы на Парк де Пренс. Я же выключила. В нескольких секундах от первого удара по мячу, который нанесут футболисты Манчестер Сити. Рахим Стерлинг, ему доверено с жеребьевкой начать этот матч. Как понять, слышно все равно? Смотри, я нажимаю на отключить «Привет» и в Game TV. Я отключаю значок этого, громкости на Streamlabs. И ты хочешь сказать, все было слышно, когда я даже отключала на секунд 15-12? Они действительно наверняка, готовясь к ней, несколько себя накручивают. Это очень странно, ладно. Ну, прилетят АП, я их... Я тогда... Вырежу фрагмент. Я просто не поняла этот момент. Когда продолжение карьера, значит, завтра будет. Манчестер Сити и Пари Сен-Жермен. Я думаю, что их главное соревнование заключается в том, кто первый выиграет. Серьезно? Интересно было бы посмотреть на их встречу в финале. И когда-нибудь то есть мне надо... Но сегодня они играют в группе. Первый раз мяча касается вратарь хозяев поля. Джанлуиджи Доннарума сегодня занял позицию. Подожди, то есть мне надо вырубать прям звук компа на общем динамике, да? Тогда все будет? Вот так, типа сейчас, смотри. Вот сейчас вообще ничего не слышно, правда, да? Вот, все, я вернула. Как это ты мне такие рассказываешь приколы? Здесь приходится выбирать и приходится принимать решения, исходя из каких-то даже политических предпочтений. Когда я делаю паузы в стриме, вот такие, смотри. Вот такие, да? Поскольку во Франции говорят, что вся латиноамериканская вот такие. Но ты знаешь, там на этих паузах у меня отключены все значки звука. Вот и все. А здесь тоже на Streamlabs отключен звук трансляции. И логики я не вижу, ну ладно, забей. Я не понимаю, как это работает, потому что... Первый штрафной, 2-я минута у мяча Де Брюйне. Это очень странно. На паузе тоже слышно? Подача бельгийцев в штрафную площадь уже там распластался Рисакие. То есть я жму паузу и все слышно. Приходится возвращаться назад. А зачем тогда мне Streamlabs предлагает отключать звук, если... Да, круто. Ладно, смотрим. 3-я минута. Вы врубили тоже, да? Подрубили? Завтра и в Game TV, завтра в 9 утра будет карьера за Манчестер Юнайтед. И там же, в начале карьеры, будет расписано... Ну и Габи Жезус, который сегодня остался в запасе. Манчестер Сити также... Расписано будет, расписание будет. А что такое пауза трансляции? Объясни мне, до меня не доходит. Я тебя поняла. А если я звук вот так, смотри, вот так делаю. В матче, соответственно, вырубаю звук. Вот, в матче звука нет, да? 3 минуты. А если я у себя микрофон отрубаю? Вот так, окей, в матче звук я отрубаю, в матче нет звука, логично. Вот еще раз проверяем. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Я говорю без... Спасибо, ты мне такой Америку открываешь, я в шоке. А вот тут посмотри, пожалуйста. Вот сейчас я свой микрофон вырубаю из Streamlabs. Конечно, приковывало внимание журналистов и вызывало вопросы. Гвардиоле на все, я врубила обратно. Я тут сижу, такой, только я врубил, не врубил, а мне, оказывается, все пофигу вообще. Честно ответил, не знаю, это такая сила, это такая мощь. Я просто, когда на паузу ставлю стрима, я вырубаю свой микрофон, а фоновый оставляю. Там что-то идет. И отхожу там на 10 минут. Зачем тогда мне все это? Зачем мне тогда вообще все эти настройки, если они не работают? Какая дичь. Ну что, начали катать вату. У Матч ТВ на телеке трансляция 360, наверное, я не знаю качество. Я хочу настроить Супер HD, а мне говорят нельзя. Отходит назад и участвовать в оборонительных действиях. Сейчас весь Париж, как мы видим, отошел назад и перебрался даже на левый фланг. Ну, видимо, по ситуации это произошло. Лионель Месси, который сейчас пошел в центре, но в атаке Манчестер Сити левый фланг включается, работает Грилиш, подает Кевин Де Брюйне. Здесь одно касание Мендеша. У меня, знаешь, столько странностей в этом плане. Я не понимаю с этой технической темой. Я вообще так типа шарю, но здесь я вообще удивлена.
Он даже мне звук не выдает, ползунка нет. У тебя какой-то суперкомп, он все видит. То есть я вырубаю, тут даже нет ползунков, а оказывается идет не отсюда, а с этого. Совместный Нет, футбольной ладно. жизни в испанской А лиге. если я матч вырубала, звук не было слышно? Ну логично, что нет, я же на матче вырубаю. На самом источнике. Я его тоже не слышала, как и ты. Сити атакуют. Ладно, спасибо за инфу, конечно, я не знала. Окей. Я что-то думаю, что Сити, склоняюсь к тому, что у Сити больше шансов. 2-1. Скажу, что Сити выиграет 2-1. Все-таки у Гвардиолы есть какая-то магия обыгрывать Он провел и не доходить до финала, но обыгрывать серьезных типов. этот матч против Брюгге и, наверное, А как мне мой микрофон вырубить тогда? акцент атаки Допустим, Манчестер Сити прям мне его из USB-шки дернуть только? Или здесь какая-то кнопка отключения, вот ее можно сжать. после первого Но это странно, почему Streamlab тогда мне предлагает такие варики, если они не работают. и состояние игроков. Чушь. А я типа звук делаю, когда что-то меня спрашивают, отвечаю, включаю, блин, а там все. Да и фиг бы с ним. Париж. Но сейчас правый фланг. Так, смотри, что Паредос там несется. Месси, он пока не забивал еще за Ой, Париж. это Месси, что ли? Непонятно, так все мелко. Штанги. Месси, между прочим, играет, дамы и господа. Сейчас как забьет хет-трик. Вот это Гана, Гае. Сам себя обманул. Пари Сен-Жермен и прессинг такой статичный вышел у них. Сдержать контратаку. Манчестер Сити получает. Сегодня ездили на мини-экскурсия такая была. Называется термальные источники. Типа в горах здесь приезжаешь и час 15 где-то время ты там плаваешь, желательно 10 минут поплавал, вышел. Мы там забили, нам этот экскурсовод сказал, можете плавать хоть час там. Это для совсем у кого там сердцем проблемы, там сердечники, еще что-то там с сосудами, может быть не надо. Но на самом деле, говорит, это не влияет. В общем, я что хочу сказать. Я зашла прям в горячую, там такая горячая вода, на улице холодно. И ты плывешь, прям парилка, выплываешь и под открытым небом. То есть крыша, а потом такой кайф. А там еще дальше холодные были басики, я не пошла в холодные, я в бассейн пошла прям теплый. 38 градусов температура воды. Париж кладет! Обалдеть! И я теперь такая раскумаренная, вот такая сижу. Я к чему все это? Что хочется спать. Я не поняла, как Мбаппе пропустил. Мне кажется, он сделал это случайно. Он бы бил 100%, но он пропустил. И как они забили? Ну, вот это начало, вот это Почеттино, вот это ты не можешь угадать, кто тут лидер. Но, однако же, я сказала 2-1, так что первый есть, теперь Сити должен забивать. То, что обе забьют, да, это 100 персов. Какой голяс у этого Ганы. Это пушка вообще. Я думала, выше летит. Неймар случайно так скатил, да. Ой, как красиво. Криштиану, мне кажется, знаешь, он там, у него все есть в его доме, в его там супер жилище, там у него, я видела, когда он в Испании еще в Реале бегал, показывает, как он живет, там у него басик, внизу этот, как это называется, велотренажер, он садится, там ноги качает, то есть, это пипец просто. У него есть все дома, он же сам собой недоволен постоянно, типа, самокритичен к себе. Я думаю, он себе в Манчестере все организовал, все перевез там, оборудовал там за секунды. Причем, как это интересно происходит у футболистов, вот он только узнал, что у него сделка, а ему там завтра надо уже вылетать. Пока все, он же не просто в хате живет, ему может... Неймар вообще в последних матчах Вот это все поставить, как он хочет. Мне интересно просто. Басик там определенный туда-сюда. А он пришел там, да, просто дома. А ему надо заниматься. Ну, это в момент делать с его бабками. Да, ну тут прям, ой, вообще, очень кайфово. Поплавать, прям, мне прям понравилось.
казалось бы, 4 сотни стоит победа, но доехать, но это с Пяшка этим взята по гидом. Ну пасу там Неймара и такая точному удару. газелька была. Микроавтобус. Ашрафа Народ Хакими. прям нормально, Ну и да. в Тут последних туристов куча турах приехала. чемпионате До сих Франции пор Париж приезжают, то против есть Монпелье. не летняя погода, а И приезжают. победил 2:0. И там еще 450 вход. Если Неймар следующий сделал час, уже передачу 350 вход. Юлиану Дракслеру. Там ключи дают от шкафа, если теряешь ключи, 150 за ключи. Ну, то есть... Не особенно зрелищно. Но это кайфовые источники, мне понравилось, да. Народу нормально, но Игрока мы его команды, к которая четырем отправила мяч в приехали. Эррера бьется. Ну там не так, что прям друг на дружке все, не. Ну, зато под открытым небом это прям очень классно. Что-то в этом есть. Месси по ногам получил, а мог бы оказаться, да, в Сити, тоже были, по-моему, слухи. Так непривычно Месси видеть не в форме Барселоны. Первую вообще игру полноценную смотрю, где Месси в старте и вообще играет. Потому что то, что я смотрел Париж, это обзоры были. Интересно, заменит ли Месси в этом матче? Здесь Нуну Мендеш. Вот, у Ман-Сити есть. Ты знаешь, как у Манчестера, они проигрывают, когда проигрывают, тогда начинают включаться. Хоть 2 минуты остается до конца, до них доходит. Какие-то заторможенные приколы вот эти вот у них бывают. Ну смотри, Париж что-то взялся за дело, не отпускает. Хочет чемпионства. Ну, ЛЧ точнее. Блин, я бы не хотела, чтобы МЮ попадался под такой Париж. Это, конечно, проверка классная, но если бы они попались, был, ну, просто стабильность надо набрать, и все. Ну, вот смотри, я просто сравниваю игры Манчестер Юнайтед против там какой-нибудь Астон Виллы. Эти заряженные какие-то вышли. Понятно, что это кубковая встреча и все такое, но все же. Легкие трудности были с обратным Фига Месси, а почему он так к обороне аж прибежал? Он игрок и человек уже, конечно, состоявшийся, но он никогда еще с семейством не переезжал в другую страну. Ой, да, мне кажется, семье его сложно. Всю жизнь жили в Барсе, а тут в Париж. Хотя тоже... Еще почему не выбрал, наверное, да, другой клуб. В Париже жить, это, я считаю, вообще топ просто. Мечта моя. Площадью 300 квадратных метров, с двориком внутри. Зачем все эти виллы и дворики? Там такие маленькие апартаменты, там так все мило. Зачем это все надо? У них, кстати, во Франции нулевой этаж. У них нет первых этажей. То есть французы, когда снимают здесь, в Москве, ну, там, квартиры, они в шоке. Они говорят, вы будете жить, допустим, на первом этаже. Они говорят, мы приходим, вот первый этаж. А в смысле, как он первый? Это же нулевой, еще ничего не произошло. Типа выше уже первый. Они говорят, нет, это первый. А у них нулевой, первый, это наш второй. Ну, это забавно. Знаменитость Лионель Месси. Ну вот всякие вот эти вот... Да я понимаю, о чем ты. Так я опережаю. Нет, я вообще в общем говорю, что ну, он такой сейчас заряженный, Париж, что пипец. Я на него смотрю. О, этот музыкант приехал, рыжий, британец. Я не помню, я вообще по музыке не шарю имена, вот это вот, современных особенно. До плей-офф полгода, ну ты думаешь, Ман Юнайтед возьмется за голову? Если только тренера они поменяют, мне кажется, там такое... Сульшеру надо себя показывать. Такую тягомоть, ну, видите, уже надоело, честно. 2 игры нормально, 3 проигрывают или ничего, ну... У меня в карьере, кстати, ты играешь в фифу, нет? У меня там на легенде такая вообще жесть, так сложно. Я несколько выпусков записала. Я в шоке вообще. О, фига себе, радугу исполняет Неймар. Неймар. Смешная. Эд Ширан. О чем ты сейчас? Эд Ширан. Переходные фазы в атаку. Да я просто говорю, что... Нет, у тебя, видишь, у тебя все по факту. Типа Манчестер сейчас так. Мне кажется, что им надо менять реально прям что-то в игре. Если нет, то, к сожалению, поменяют тренера. Пойдет Зидан. Хорошо. Эд Ширан, ты про что? Что-то я уже забыла. Короче, в FIFA 22... О, красиво делал радугу Неймар. Очень сложная легенда. Мне тяжело, невероятно. Я всегда в защите косячу, всегда, во всех FIFA. Но тут я прям с ума схожу. А, спасибо, я думаю, что за... Все, да-да-да, Эд Ширан. Приехал поболеть за Сити. Наверняка. Ну, знаешь, я просто вот хочу, чтобы болею за Манчестер Юнайтед. Поэтому хочу, чтобы они стабильность показывали. Мяч действительно горяч. А тут Вильяреал.
Ну, надо, конечно, проходить, но завтра вот. Передача в собственную штрафную площадь от Неймара. Но, блин, Верати сумел этого принять так, Эмери, что он сам оставался Эмери без еще. на нарушение правил, но вообще говоря, эта передача Попробуй, была блин. обостряющая от Неймара. Пройди. Стоило ли? Хотя, возможно, Эмери вылетит в ЛЕ и там возьмет. Привет. Там забил Гана Гае или Гие, как-то так его, у Парижа. Быстрый гол, там где-то порядка 10 минуты был гол. Ашраф Хакими. Да. Гана Гае, такой темнокожий чувак. Молодой у них там. Передача отдает футболист, пришедший из Мадрида. Так что 1-0. И действительно парадокс, команда... А это не последний уровень сложности, понимаешь, Late Watch? Это уровень сложности предпоследний. Если Ultimate мы берем, как прям топ уровень сложности, причем иногда Ultimate легче легенды, мне кажется, то легенда, она всегда была адекватной. Ну, как бы я раньше играл на профессиональном, мировом классе, начинаешь потихоньку, потом к легенде переходишь. А сейчас, ну, думаешь, уже справишься. И реально они роботы, да. Месси есть, да, в старте. И реально они роботы. Это Терминатор. Это все знают. Просто я еще в FIFA 18 заметила такие приколы. Ну, думаю, ладно, там. Я просто после 15-18 играла, было сложно. Ну, сразу там другой геймплей. А потом там 19 играла, 20-ю половину зимы купила. 21-ю полностью, да, вот с самого начала взяла. И тоже так прям, ты не играешь, блин, в футбол, не отдыхаешь там, а ты просто страдаешь. И также в 22-й то же самое, один в один. Ну вот ничего нового. Поменяли кат-сцены, да. Но я бы не сказала, что прям какие-то кардинальные изменения. Ну, состав, там, эмблемки обновили, форму. Ну, как обычно, как всегда они это делают. Мне вот один подписчик написал, что вот в FIFA с 18 или 19, да, он 18 до сих пор катает, там все плывет, ему не нравится графика, мыло, типа. Я говорю, я как на это внимание не обращаю, мне не так, говорю, сложно это. Мне больше бесит, что у меня там легенда, которую невозможно вскрыть на этой легенде защитников. Любой клуб, там, знаешь, какой-нибудь из чемпионшипа, тот же Манчестер хлопнет на раз-два на этой легенде. И ты там убиваешься, но ничего не можешь сделать. И угловой. И вылетел, кажется, щиток у кого-то. Да, они это все делают, как я не знаю. То есть там каждый защитник у любого клуба, там Халл-Сити возьми какой-нибудь, там Портсмут возьми. Ну окей, это совсем слабый. Но возьми из чемпионшипа Дерби Каунти, да, допустим, Бирмингем. Все. Уигана, там не помню. Все, они тебе, короче, будут хлопать, ты там только мяч примешь. Только вот я начинаю, вот в этой фифе, она процентов на 15 сложнее, чем прошлое. Только я начинаю в этой фифе что-то там думать, так, сейчас пас на этого, тут прям долю секунды, они уже читают, все, ну невероятно, блин. Кстати, на мировом тоже там рубало, не всегда легко. То есть там, ну... Я думаю, что совсем легко на новичке. Поэтому режим Ultimate, он, по идее, вообще тяжелый. Я на нем не играю. Но вот режим Легенда... А вот играют же ребята, играют, и они что-то там выигрывают. И я вот думаю, как так можно на этом легендарном так стабильно играть? Ну, либо они очень круто играют. Не знаю. Не, Месси играет, он сейчас здесь бегает, он пока ничего не показывает, но типа без травмы, просто бегает. Судья попросил, видимо, нельзя его менять и не ставить старт, а то он руку не пожмет в следующий раз. Месси, тоже хитрость и огромный опыт. Огромный опыт аргентинца позволил ему в такой ситуации сохранить мяч для своей команды и более того еще... Ну что, Манчестер Сити, покажи нам бой. Ну, быстрый гол прям вообще в Париже. 8-я минута, по-моему, была. В шок поверг. Бросается в глаза такая скромность, с которой в эту игру входит Лионель Месси. С которой он... Так что вот Let's Watch FIFA 22 это то еще испытание. Ты мне, по-моему, писал, что я сгорю в онлайне, если будет прям, если я буду в него играть. Я не знаю, я там не сгораю. Я вот поиграл несколько матчей. Ты знаешь, я там проигрываю, конечно, но там ребята-то играют, они играют не первый год в онлайн. Я-то вообще первый раз играла. Да, на новой FIFA, но первый раз.
в принципе. Пока там что-то поняла, там какие Division Rivals, я ничего не понимаю в этом. Ну ладно, думаю, пробую чуть-чуть. Звездную команду. Пипец, передачи, конечно, крутые у них. Команды, Я коллекции звезд. там не переживаю, может, я не поставила цель все выиграть, как там все эти киберы ставят. Я играю спокойно, да, я пропускаю, но я сбиваю там немало. Но там человек со мной играет. А в этом там боты, роботы, конечно. У меня в карьере цель все выиграть, поэтому... Хотя бы попытаться, поэтому я там психую. Здесь нет повода вмешиваться. И вот передача обостряющая какая. Панда финита, они комп. Да не пролетела в итоге у Канцелу. Комп. Вмешался. Ничего себе, да? Именно он остановил вот этот... Так они разве играют в обычные карьерки? Они, по-моему, играют с людьми в онлайн чисто. Они в карьеры FIFA не играют. Ну, я просто не слежу за ними прям вот так. Я на кубке видела и так некоторые матчи, когда битва составов мне нравится, эта рубрика, я смотрю иногда. Но не у них, я смотрю у Райзена. Ну, он там играет с тем же Финитой, Форзе, с Пандой. И я не знала, что они там в карьере. Но я проезжаю, я уверена, что он всех выносит. Фарлан какой-нибудь, они тактики. Там умеют они подобрать, и плюс они чемпионы там в своей стране, да и вообще международные какие-то турниры проходят. Клен, да. Но я почему-то думала, что они не просто в карьеру, они прям с людьми играют, вот. А то, что они на последнем уровне сложности всех разматывают, ну это респект им, конечно. Мне такой только снится может. Снова ускользнул как раз от подката в исполнении Андреа Эрреры, но все-таки потерял мяч Сити. Мбаппе. Вытянулась моя кошка. И снова Мбаппе. Так, Париж, точнее, в атаке. Есть свои гении в обороне, но Мбаппе подхватил, отработав в защите. Вератти. Вот он стоит, Вератти, стоит, его никто не трогает. В фифе попробуй постоять 10 секунд, тебя просто уничтожит. Короткие передачи, умение подстроиться под... Squad Battles. Ограниченных участках. Да, спасибо, я не знала. Вот, а я думаю, какую карьерку. У них же там карточки, это другое там. Вот, спасибо, я не знала. Там есть, оказывается, против компа Squad Battles. А я видела у Форза там что-то вышло. Squad, или у Руч кого-то там Squad Battles, там, я думаю, что это такое. А я в онлайн прям бегала. Прикольно. А комп сам, да, наверное, создает команду. Ну, они вообще, там какие-то FIFA поинты. Мне это не так интересно. Мне вот карьеру нравится катать. А в онлайне прям... Несколько условно. Так, чисто по фану что-то побегать. Зато теперь знаю примерно, что это такое. И с чем это едят. Чемпион мира. Потерял мяч. Грилиш. Де Брюйне. Да, Сити пока что-то, к сожалению, молчит. Ну, сейчас включится, я думаю. Рубен Диаш у них с капитанской. Не Де Брюйне. В Лиге Чемпионов там была невероятная перестрелка с Лейпцигом 6-3. Сказал, что, конечно, это плохой матч для защитников. Ну да, спасибо за инфу, я просто вообще не в курсах. Командных это тревожный показатель. Но четвертый мяч уже в Лиге Чемпионов пропустил Манчестер Сити. Это гораздо больше, чем он пропускал за весь прошлый свой путь в этом турнире уже сейчас. Кому там дали карточку? Канцело получил. За срыв атаки. На Вератти, на Месси. Я тут посмотрел свою игру. И вот здесь он не успел за Килианом Мбаппе. Этот польский школьник и Панда. Вот прям перед матчем. Вератти. Короче, Месси. не знают они за реальный футбол практически ничего вообще. Это вот прям, что называется, фиферы. Все знают по фифе практически, там, линки и прочее. А легкий пак был достаточно, ничего не знают. Зато Рубен Диаш теперь с капитанской повязкой. То есть этот парень, Ваня Джет, или как его там, Джип, он делает им паки из реального футбола, а они вот так вот сидят и скипают. Ну, посмотри, если не видел, если интересно. Ответишь там на эти вопросы. Я ответила наполовину, ну, то есть вообще. И видно, что все-таки Неймар меняется. Он становится футболистом более командным. Ну, так ты сравнил.
Псих Хотя сейчас он Пепе оказался это на вообще. центрального нападающего. Он, конечно, немножко не ладил с кукушкой своей, она у него слетала с периодом от нервика, но игрок, да, добротный. Нет, передача прокатывается мимо. И забил, смотри, кто, не Сенегальца. Мбаппе, не Мяч Месси, достался а Эдерс. этот Дие. Обалдеть. Канцело. Не 25-я Неймар. минута. Ух, Сити какая пока еще ни немецкая разу прошла, не но нет, тут успел атаковал Джан Луиджи Рональду. Донарума. Не в поисках хоть какой-то остроты. Итальянец сейчас выскочил из штрафа. Стерлинг, я что-то прочитал новость такую, что он вроде не хочет продлевать контракт, правда, у него 22-м заканчивается зимой. Статистика подошла. Хотя, подожди, сейчас же зима у нас наступает 22-го, все логично. То есть не через полтора года, а через пол, значит? 4 против 141. А что он не хочет продлевать, я не понимаю. Хочет больше денег или он устал в Сити бегать? Я помню, когда он уходил из Ливерпуля, примерно та же история была. Он плакался, что хочет больше денег, а ему было лет 17. Его выгнали. И я не помню, по-моему, был ли там Клоп, по-моему, уже был. Грилиш. Ну, как выгнали, ему сказали, иди, пожалуйста. Отличный пас и мяч не идет в ворота. Как они не забили? По-моему, две перекладины. А как они не забили? Как? Погоди, это пипец. Как он не забил в пустые? Пули непробиваемый плён. Стерлинг не в перекладину попал. И как было не забить в... А этот Бернардо Силва просто Ну, непостижимо. в перекладину зарядил. Ё-моё. Но не забили. Ворота просто не приняли мяч. Удача сегодня на стороне Парижа, судя по всему. Забраковали. Ну, Грилиш. дохлик, прям дохлик, не Вот сказала тебе бы, угроза. может быть, Рубен Диэш помощнее, но мне Может кажется, он быть. такой крепкий Пепе. Ну, Довольно уголовник откровенный такой у него фол лицо. Эррера. Смотри, Посмотрим. ты смотришь матч, это пипец. Стерлинг, перекладина. Вот эта история Сити, когда они с метра не попадают, эти миллионеры, я в шоке вообще, конечно. Против Бернардо Силвы, поскольку здесь не попал. Бернардо он Силва не попал с метра в ворота. Пресснули Кимпембе, но дальше еще и штанга. Это очень грустно и обидно за них, конечно, но это пипец. 2 раза мимо пустых. Сити. Сколько же шансов они с собой привезли? Я тоже об этом подумала, но нам не показывают. Да, обычно не показывают. Все, типа, успокойтесь. И кто знает, сейчас бы они смотрели эту ВАР Ну, линию. гениальная передача, безусловно, Кевина В ЛЧ, Де Брuyне. надеюсь, ВАР вообще будет работать, потому что в Англии и во Франции ВАР работает по своей истории. Просто обычно они показывают, типа, все, офсайд, даже не Против переживайте. Нурмедоша, и надо сказать, что все-таки здесь удается. Когда уже мяч. Бернардо добивал, я тоже подумала. И, кстати, вот у Стерлинга Ну, вполне и может зевнули, быть конечно, офсайд. Совсем высокого Стерлинга. Да. Гвардиола только успевает за голову Выйти хвататься. Он с, запарился смотреть, как Тимени с метра он, не конечно, попадают вырвал. бедолаги. Но приходится просто хвататься за голову. Потрясающий Ну, момент, это- конечно. Окей. Ну, вот на грани Я думала, курьезов. гол. Ну, окей. Хотя слово курьез, учитывая калибр мастеров, находящихся на поле, здесь слово несколько неуместно. Они курьезами не занимаются. И у них даже промахи великие. Морес. Бернарду Силва. Ускользнул. Ну. И что делать? Вот что делать? Приходится в обороне включаться и работать Неймару, поскольку Нуну Мендеш... Ой, в Ой, свои, чуть не в свои забил. Эррера пришел помочь. Ну, Левый здесь прям фланг напор команды Парижа, включил Сити. надо сказать, в смятку. Ну и центр вслед за ним. Оборонялся Неймар, оборонялся Эррера. Защитники здесь с круженными головами уже сделать ничего не могли. Еще один угловой. Пока все угловые выполняют гости. Ряд Морес. Родри просит передачи. Свалились что-то там. Касания нет и удар от ворот. Ну, здесь вот такая борьба. Рубен Диэш и Преснель Кимпембе.
Кимпембе, как мне кажется, умышленно Ну, Кимпембе так вообще-то за толкал майку своего тащил. партнера Ашрафа Хакими, своего Ой. соперника по единоборству. Тут еще одна борьба. Но Обязательно. пока нет характерных для судьи жестов, которые дали бы нам понять, что идет какая-то Нет, проверка. какая там проверка? Кому это Видеоассистентами. надо, эту проверку? Видимо, эта борьба за позицию не привлекает их внимания и не посчитали они, что здесь в чем-то ошибся Карлос Дель Серро Гранде. Джанлуиджи Донарума и 3 полевых игрока рядом. Да, вот сейчас проверка, видимо, завершилась, вот только сейчас. И можно вводить мяч в игру, дает свисток судья. Все было в пределах правил, и Донарума выбивает мяч в пустоту. Хм. Ошибся Донарума. Рубен Диаш. Родри. Ну давай, Сити, дай нам интригу. Кайл Уокер. Готов был к перехвату здесь Мбаппе. Ух. Эмерик Лапорт. Морес. И Бернарду Ой, Силва. офсайда нету, Силва. Так. По-моему, с ним тяжелее всего играется сегодня парижским защитником. Ну и Морес тоже здорово поддерживает на этом правом фланге своего португальского партнера. Ух ты, как Родри сыграл очень здорово классно. вступил в отбор. Супер отобрал. Сумел сохранить мяч в борьбе с Вератти. Де Брюйне. Вообще молодец он. Грилиш. Против него Хакими. Грилиш, ну дай Подачи голевую. и удар. Канцело бы убил прям хорошо, но Ловить сразу. чуть в девяточку бы. Обязательно приклеить. Ну, очень сильный удар был у Канцело. Не давать шансов. Донарума на месте. Никто не выскочил, вот Донарума, конечно, поймал. Здорово. Идриса Гии, автор единственного пока забитого мяча. Напомню, что на 8-й минуте уже Пари Сен-Жермен в первой же своей атаке поразил ворота Эдерсона. Сейчас слева мяч Мбаппе, в центре Эррера, здесь же Идриса Гие, Ашраф Хакими. Хакими показывает сейчас выдающийся футбол, кстати, в Париже. Мбаппе очень Нуну стабилен. Мендеш. Вложение вне игры, Хакими возможно, есть, но... нет. Да, вот сейчас, поскольку удара еще Ну, там был офсайд. не будет. Но выше решил пробили. Арбитр, второй помощник Алонсо Фернандес, все-таки дать отмашку, и прозвучал свисток. Это Ну, та ситуация, конечно, когда тут метровый не смотри, офсайд у когда уж Мбаппе. понятно, что сейчас будет удар по воротам, и, возможно, потом разберут видеоассистент. Офсайд или не офсайд. Здесь уже ясно, что атака затягивается, и поэтому нужно ее прервать, поскольку положение игры очевидно. Мелькнул Мауро Икарди у нас с глазами алчными, алчущими игры со скамейки запасных. Возможно, есть какое-то проседание у Парижа в позиции как раз центрального Ой, красиво! нападающего. Здорово открывается Стерлинг, вложение Ну вне игры, как возможно, пробить-то-то, нет. Приходится как? оговариваться, и Стерлинг сохраняет мяч. Нет, не туда вообще Креснель пас Кимпембе прошел. оказался на пути мяча, Вератти в штрафной площади подобрал, а Так, ну выводит Сити мяч взялся из, за дело, но пока, зоны конечно, обороны итальянец в обороне с огромным грамотно риском. стоит И здесь ПСЖ. вот тоже сохраняется риск потери. В эту игру Ашраф Хакими, какое классное приобретение, конечно. Любой топ-клуб был бы рад такому игроку. То есть он в Дортмунде был хорош, в Интере вообще планку не снижает, а только прогрессирует. Где 19-летний португальский защитник мало что может противопоставить 27-летнему португальскому крайнему нападающему или атакующему полузащитнику. Кевин Де Брюйне просит мяча уже Морес, но пас идет снова на Стерлинга, и Стерлинг уже здесь выкладывает. Не прошел пас. Мореза. Продольно-поперечную, такую диагональную все-таки передачу в штрафную площадь. Бернарду Силва. Родри. Уокер. Подача в штрафную площадь. Донарума. Пока не получается ничего у Сити, вскрыть не могут. Настолько острые и точные подачи, все вот эти вот верховые в штрафную площадь у Сити.
что всякий раз Стерлинг, высокий Стерлинг в воздухе О, переигрывает. Месси Как забрали мяч. Кимпембе и Да, Месси Маркиньос. пока, конечно, Но не в сейчас лучшей Месси форме, нарушил но наше не положение удивлюсь, на если левом он фланге. забьет. Здесь Опять такая же в игра центре у непонятная. Неймара, и Неймар отправляет мяч на трибуну болельщиков. То есть Месси это абсолютно не усиление для Парижа пока что. Вот в чем дело. Ну, пас на Мбаппе. Хотя, казалось бы, да, Всё-таки такой с чёткостью топ-игрок не пришел. просматривается, Но наверное. вот, Хотя с мастерством Неймара он мог бы и придумать такую передачу. И, возможно, как-то не получилось бы в лучше. кондициях своих лучших. Но ну, Так, Мендеш нас все покинули чат, что ли? Никого захворал. нет? Ну ладно. А ну да ладно. Вернитесь, ребят, когда все свои дела сделаете. Плиз. Левен Кюрзава, Ху-ху-ху. Абду Диалло, ну и в меньшей степени, наверное, Тило Керр и Колен Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Дагба. Это защитники, которые есть сегодня в резерве Пари Сен-Жермен. 36-я минута. 1-0. Тем временем Сити пытается что-то сделать, но пока, к сожалению, нет интриги в этом матче. Ну, в принципе, 1-0 это еще не приговор, но все же. Ну, гол красивый нам показывает. Такую пушку не вытащишь. Вот что это было. Получается пасом Тут Эдерсон был, конечно, Идриса Гие. Мяч беспомощен. проскочил мимо Мореза, и Гие, Бессилен. чуть сместившись, отправил его в девятку. Гол красивый очень. Да, пока 1-0. Но все-таки последние минуты вот до этой остановки поинтереснее, гораздо интереснее в атаке смотрелся. Манчестер Сити, ну, Мендеш готов вернуться в игру. Статистика ударов 6-3 в пользу Сити, но по одному попаданию в створ ворот. Ну, не забываем, что две перекладины и штанга еще. Де Брюйн, Манчестер блин, Сити. прям Феноменальной совершенно атаке, Донаруму. где не сумели забить Стерлинг и Бернарду Силва. Плюм. Ну и вот новый удар в створ от Кевина Де Брюйне. Второй. Так что по всем ударным показателям и по тем, что снаружи, и по тем, что в скобочках, Сити уже превосходит Пари Сен-Жермен. Но пока уступает. Так, ну Сити сейчас взялся. Он прям Главный отбор. не отдает мяч сопернику, но Принял мяч не слишком ПСЖ аккуратно, больше на пришлось контратаках. прорабатывать Что-то нам ногами, Почеттино, но кстати, всё-таки ни разу не добежал. показали. Не видел я Морес его. Может, в самом начале? Пока раскидывал финтами Был. тех, кто перед ним. Я сзади включила в самом подкрался начале, не знаю. Идриса Гие. Как-то он Неймар. исчез из виду. Очень плотно его встретил Кай Уокер, но техника Не, позволила ну должны Неймару они сохранить. загасить Манчестер Сити, по идее, в идеале. Должны загасить своим прессингом. Но вот кто Маркиньос. знает. Как-то... Донарума. Ой, Донарума. Блин, он Отпустил такой мяч, уверенный в себе чувак, что ему отпустил. все пофигу. К себе несколько Рахима Стерлинга. Ого, это не офсайд. Ой, Мбаппе электричка мчит. Эдерсон на месте, но мне казалось офсайд. Эррера бил. Удивительное дело, но в сегодняшнем Париже Ну-ка. главный удар Не всего. было офсайда. Удар Вот он важный, стартанул, находится в конечно. центре построения команды. Пипец, Идриса Гие, Эррера там. Эррера. Ну и У Маркиньос не успел. Маркиньос там оказался в нападении. который сейчас мог забивать после передачи. Кильяна Как Мбаппе. это вообще работает? Объясните мне. Хорошую серию. Центральный защитник Сейчас, замыкать Париж. прибежал. Нет, Париж прям включился Во всех смыслах, в дорогие контратаки гости, свои здорово, но вот они... чья И все вернулись, главное. Все вернулись в оборону в моменте. Не, у Парижа сейчас был супер момент. Два даже момента было. В одном Эдерсон потащил, во втором Маркиньос не дотянулся. Сантиметров не хватило. О, Де Брюйн уже карточку получил. Понятно. Пока Кевин заметен только тем, что он получил Вот карточку что и один раз делает ударил. Вот тут прям Маркиньос Маркиньос был близок. Сейчас не знаю, как он оказался. Он какую-то там пятую скорость врубил свою, 25-ю. Это быстрый стандарт после удара Андре Эрреры. Удар все-таки не самый тяжелый для Эдерсона. Не самый тяжелый, но сильный очень.
внутреннюю сторону стопы. Испанец под передачу акцентированного удара с подъема не нанес. А автор забитого мяча, может быть, даже и не сможет дальше играть. Какая-то травма там у этого Гие. Накладывают бинт на голень. О, это очень больно, это очень больно. Де Брюйн, может быть, сломал ему там сейчас... Здесь, надо сказать, карточка все-таки оранжевого цвета. Ногу сломал, да это ВАР должен смотреть, это удаление может быть, ребят. Переходящий из желтой в красный. Это ногу сломали человеку, вы что? О, почти на показали. Это ногу сломали, это красное. Почему не идет смотреть? Ну, там так нога сложилась, что это пипец. Если бы там кость вылетела, это вообще был трэш. Возможно, с теми, кто рядом с ним. А где были щитки его, там, незащищенная часть? Кого мы не видим, это его видеоассистенты Хуан Мартинес и Кристиан Дингер. Не, там по-любому повреждения он не сможет продолжить, не знаю, если только он, конечно, не так, как ужасно прийти. Ну вон, носилки, конечно. Он не может идти просто. Сейчас ему ногу будут восстанавливать. Трэш. Дайте красную Де Брюйну, нельзя так играть в футбол. Прямой ногой, блин, ломать ногу человеку. И разминается Жоржиньо Вейналду. Да, действительно, после этого столкновения, судя по всему, Гие... Не, ну идет сам, без носилок. Ну хромает. Хотя он на ногах. Но это больно было очень. Но он не злится, не психует, молодец. Де Брюйн, конечно, не хотел. Если бы Де Брюйн был жестким типом, все знали бы, что он, допустим, на желтых часто, тогда бы ему дали красную. Тут он не хотел. Реаниматологов жестом отослал обратно, видимо, готов продолжать. Но в самом деле Де Брюйн здесь прошел по очень тонкой линии, которая отделяла вот в этом. Ну, не знаю, ВАР даже не предложил посмотреть это, рассмотреть этот эпизод. Вот мне непонятна система ВАР-то, зачем она нужна, ну ладно. Когда хочет, включается, хочет, не включается. Игра возобновляется. Пари Сен-Жермен ведет в счете и пока контролирует мяч. Доннарума в центр. На Нуну Мендеша. У него уже были некоторые сложности со здоровьем. У Гие тоже. И я думаю, что в этом перерыве будет еще одно серьезное совещание с медицинским штабом. Но Почеттино смогут ли продолжать игру тот и другой. Тут мяч попал в руку Гие, но он отскакивал, этот мяч. И никакого рефлекса бы не хватило, чтобы руку отдернуть. Судья промолчал. Лапорт. Бернарду Силва сейчас ушел левее, чтобы взаимодействовать с Грилишем. Там есть так, еще 3 минуты Канцело. осталось. Ну, плюс добавить, наверное, парочку испанский Готов в свои объятия принять рефери. Кайл Уокер. Родри. Перевод. Угловой. Черепашка ниндзя. Кто он там? Донателло? Или Рафаэль? Как его там делали мемасики с ним, картинки всякие. Много угловых у Сити, особенно на фоне единственной подачи, которую выполнили парижане. Но, правда, свой угловой Париж разыграл так, что едва не забил Мартинес. Де Брюйне навешивает и бьет в упор. О, ну тут Доннарума двухметровый сложился, конечно, круто. Рубен Диаш мог сравнять, но... Новый угловой. Но не сразу. Здесь слишком тесно. Ведут разговор. Идрис Гие, Эмерик Лапорт. Ой, Ряд Морес. Теперь не он. Он, а не Де Брюйне. Выполняет подачу. И снова в воздухе тревога. У Парижа, но сейчас поспокойнее. Мяч просто улетает за пределы поля. не, ну момент, конечно, у Рубена Диаша был шикарный. Ну там двухметровый Доннарума, он в порядке. Защитник Пари Сен-Жермен проспал
своего оппонента. Не видать, походу, в первом тайме нам Отвернулся 1-1, так что, надеюсь, во потерял втором друзей. тайме включится Сити И и потерял контроль над ситуацией вообще. Очень хороший будет повтор, интрига в который этом показывает, матче. что в начальной фазе А Париж, как придется забил быстрый гол, индивидуальной пока борьбы, Кемпембе пару смотрел моментов тоже имел. Ну, примерно равная игра, конечно. а на своего соперника. Именно Да. его он пытался контролировать. Последняя минута. Привет, Хэнки. первого Слушай, тайма, да но у испанского судьи за красивый футбол. Ни тех, особо не люблю, но... О, О, чуть ли не в свои ворота, Хакими, ничего себе. Но хочется, тут раз Париж забил, хочется, чтобы Сити сравнял. Вообще я подумала в самом начале, сказала, что 2-1, думаю, Сити выиграет, но пока не проигрывает. Хочется, чтобы была интрига в матче. А так абсолютно все равно. И тут денежные мешки. Шейхи. 4 минуты, ничего себе, там 2, думала, будет. Испанский рефери не поскупился на минуты. Родри. Очередная классная подача и прием Мореза. Не, закрывают вообще только так. А сейчас интеллигентный, конечно, момент. Получился вынос мяча. За ним так охотно побежал Мбаппе, но мяч принял Почеттино и отпасовал точнёхонько Гвардиолу. Да, остался ни с чем. Реал когда играет, Хэнки? А, уже вот я прям только спросила. И тут мне пишешь ты и в Game TV. Шериф Реал забил. Ничего себе! Ничего себе! Кстати, Хэнки болеет за Реал. Хэнки, как ты? Ты смотришь матч Реала? Его просто здесь не показывают нигде. А завтра Манчестер не будут показывать. Я в шоке. Но то, что Шериф забил, пипец. Ну это ладно, еще ни о чем не говорит. Но это достойно, да. Сейчас, конечно, и Реал, и Барса не в самой топовой форме, но все же. Не, Реал намного, конечно, лучше играет, чем Барса. Если бы Шериф в Барсе забил, я бы, наверное, не удивилась. Не, ну всегда такие андердоги есть, всегда. Я помню, Реал играл тоже с каким-то клубом года 3 назад. Там тоже перестрелка была 3-3 или 4-4 закончилась. 3-3, по-моему. Реал проигрывал и отыгрывался. Это прикол, конечно, был. Тоже какой-то вот клуб такой. Типа, камон. Решили, что это не ударная точка. Обалдеть, 1-0. Ну, первый тайм. Кто знает, мало ли удержится. Это интрига, это будет сенсация, конечно. Время, неточная передача, представили Кимпембе. В простой ситуации ошибка. 2 минуты осталось. И по-прежнему ПСЖ выигрывает. У Сити 1-0. Проиграл борьбу Рубену Диашу, вот здесь не имел. Нет, но у Сити был момент, конечно. У них был момент, когда с метра Бернарду Силва бахнул по воробьям. Ну, вполне возможно, там был офсайд, но про это не умолчали все. Невольно Рахим Стерлинг. Ты не смотришь. Обошлось. Да, любые кубковые игры, когда андердоги выстреливают. И ты понимаешь, что да, там, возможно, в финале и в полуфинале не быть, но все же для болельщиков этих клубов, да и вообще приятно, когда там, вообще, когда команда какая-то там, ну, которую даже никто даже не рассматривает ее. Она берет и обыгрывает каких-то грандов, это прям ты думаешь, ну ладно. 21 кэп. Но это до 1-0. А сейчас, наверное, 10 стало на Шериф. Знать бы, где упасть, да? Вот так поставить разок на такой клуб. Но это раз, я не знаю, в столице такие матчи, конечно. Когда коэффициент 21, сам понимаешь. Зато такие, кто экспресс ставит, они, наверное, иногда вот так обжигаются. Когда верняк, а там бац, и не верняк. И там все игры играют, а одна там какая-нибудь на 1.20 коэффициент нет. Это этим всегда настораживает экспресс. Так, ну все, 20 секунд осталось. Мы сейчас уйдем на перерывчик небольшой. И вернемся через минут 10. Если вы еще спать не пойдете, то подключайтесь, будем дальше смотреть этот матч. Все, перерыв на 10 минут вырубаю пока что. Паузу ставлю.
Пари Сен-Жермен, Манчестер Сити пока с одним голом, но массой моментов. Но никуда не ухожу, и вы не уходите далеко. Фантастическим совершенно, с штангами, перекладинами ворот Доннарумы. Забил сегодня Идриса Гие. Де Брюйне едва избежал удаления, потом столкнувшись с автором забитого мяча. Ну, а Месси в некоторых эпизодах действительно очень хорош, затевает игру, но пока еще не решает ее. Расстаемся на время перерыва и скоро вернемся сюда на Парк де Пренс. Матч представлен компаниями Lace и Hotels.com, официальными спонсорами Лиги чемпионов УЕФА. Чувствуешь? Натиск соперника. Напор нападающего. Мощь в противоположном углу. Пульс в висках. Чувствуешь? Как ставка включает. С первой и до свистка. Ты в игре. Фонбет. Регистрируйся в приложении, и 1000 рублей твои. Нам всегда приходится рисковать, чтобы стать лучше. Принимать сложные решения, чтобы вдохновлять других. И это объединяет лучших в своем деле. Чтобы вместе быть сильнее. Фонбет. Официальный беттинг-партнер ПСЖ. Деньги в банках не растут, а в БКС растут. Подключайте стратегии автоследования с высокой исторической доходностью, потому что мы БКС, а не банка. Фонбет – официальный беттинг-партнер мадридского Реала, футбольного клуба «Милан» и Пари Сен-Жермен. Нам доверяют сильнейшие клубы мира. Вступай в нашу команду. Играй в Фонбет. Секрет Бонда – жить со вкусом. Хайнекен 00 – больше вкуса. Чувствуешь? Натиск соперника. Напор нападающего. Мощь в противоположном углу. Пульс в висках. Чувствуешь? Как ставка включает. С первой и до свистка. Ты в игре. Фонбет. Регистрируйся в приложении, и 1000 рублей твои. Диагностика и рассрочка на сервис. Взгляните на сезон по-новому. Фонбет – официальный беттинг-партнер мадридского Реала, футбольного клуба «Милан» и Пари Сен-Жермен. Нам доверяют сильнейшие клубы мира. Вступай в нашу команду. Играй в Фонбет. Я вообще не знаю, что у него сейчас в жизни происходит. Заведи фейковый аккаунт, подружись с ней и будешь контролить ее по-тихому. Чувствуешь? Натиск соперника. Напор нападающего. Мощь в противоположном углу. Пульс в висках. Чувствуешь? Как ставка включает. С первой и до свистка. Ты в игре. Фонбет. Регистрируйся в приложении, и 1000 рублей твои. CityLink – это не только электроника. Все для дома, детей, спорта и многое другое со скидками до 50%. Так, детское кресло Happy Baby со скидкой 6000 рублей на CityLink.ru. Нам всегда приходится рисковать, чтобы стать лучше. Принимать сложные решения, чтобы вдохновлять других. И это объединяет лучших в своем деле. Чтобы вместе быть сильнее. Фонбет. Официальный беттинг-партнер ПСЖ. Внимательно следите за первыми нарушениями со стороны простаты. Если чаще, чем 2 раза встаете ночью, афалаза. Афалаза – инновационный препарат для раннего лечения аденомы простаты. Почему владелец бизнеса не может сначала попробовать банк, а потом стать его клиентом? Не принимайте, что выбор нужно делать вслепую. Пробуйте. Банк Открытий сделал все самое важное для вашего бизнеса бесплатным. Суррогатное материнство? Это развлекуха для богатых. Главный старт осени. Зря ты ее в дом притащила.
Сериал «Контейнер». Смотри только на видеосервисе «Старт». Давай возьмем кредит. Как-нибудь недорого. Это надо искать. Смотри. Банки.ру легко подберет выгодный кредит с высокой вероятностью одобрения. Здорово! Банки.ру знает, где выгоднее. Когда жителям Великой Поповицы хочется чего-то особенного, бармен предлагает им темное. Козел темное безалкогольное, чешское, с долгой историей. Мы должны вернуть ее обратно. Обновленный Mitsubishi Outlander. Для дорог и тех, кто дорог. Mitsubishi Motors. 7 октября Джеймс Бонд. Скучали? Я вернулся. Возвращается на большой экран. Не время умирать. Так, все в порядке. Совсем Да. недавно эти парни играли в российской Я задудел немножко. Теперь они бьются за самый престижный клубный трофей Южной Америки. Кубок Либертадорес. Полуфинал Матч ТВ. Лига чемпионов на Матч ТВ продолжается. Завтра Лига чемпионов в Санкт-Петербурге. Зенит Мальмё. Челси Тухеля гостит в Турине. Итальянско-английское противостояние. Ювентус. Что с тобой, ком? Прямые трансляции вот на Матч ТВ. Он заработал. Так, ну короче, прилетит АП за эти песенки ЛЧ. Да. Я просто вырежу кусок и все. Не, ну каждую секунду The Champions. А вот YouTube скажет, что я АП нарушаю. Так, все. Ё-моё, почему ты не крутишься, стульчик? Реклама фильма какого-то. Или это что? А, это бак безалкогольный какой-то или что? Подожди. А, iPhone 13, там просто банально реклама айфона. Ты сможешь. Я в тебя верю. Абсолютно новый Toyota Land Cruiser 300. Сила легенды. Выберите момент, улыбнитесь любимым, порадуйте близких, поддержите друг друга, цените каждый момент жизни. Клей момент. Клеит. Клей момент, цените каждый день жизни. Вот это реклама. Вот это... Кто это? Креативные менеджеры такую рекламу разработали. Двигайся. Ой, кто Тысячи пришел. новых впечатлений. Новый Kia Cerato. Идем, конечно. Давай. Я вообще не знаю, что на черности происходит. Заведи фейковый аккаунт, подружись с ней и будешь контролить ее потихоньку. Давай. Ой, так долго думать. Фонбет – Мы долго думаем. официальный партнер мадридского Ой, Реала, здравствуйте. футбольного клуба «Милан» и «Пари Сен-Жермен». Нам доверяют сильнейшие клубы мира. Вступай в нашу команду. Играй в Фонбет. Мы должны вернуть ее обратно.
Обновленный Mitsubishi Outlander. Для дорог и тех, кто дорог. Mitsubishi Motors. Нам всегда приходится рисковать, чтобы стать лучше. Принимать сложные решения, чтобы вдохновлять других. И это объединяет лучших в своем деле. Чтобы вместе быть сильнее. Фонбет. Официальный беттинг-партнер ПСЖ. Команда ВТБ. Нет, эта реклама меня запарила уже. Когда они начнут матч? Потому что не хочется напрягаться. Иногда можно просто шевельнуть одним пальцем, чтобы бизнес эффективнее стал развиваться. А оформить бизнес-карту с ВТБ в один клик. А взять экспресс-кредит с ВТБ в один миг. Оплачивать услуги даже пальца не надо. В ВТБ они бесплатны. Ты этому рада? Расслабь свое предпринимательское тело. С тобой ВТБ. ВТБ. Помогаем делу. Чувствуешь? Натиск соперника. Напор нападающего. Мощь противоположного. Да, чувствую я натиск Пульс соперника. свистка. Чувствуешь? Как ставка включает. С первой и до свистка. Ты в игре. И Натиск 1000 рублей соперника. твои. Пипец, конечно. Интрига. Вот какой матч надо было показывать. Шериф, Реал. Они нам показывают ПСЖ, Сити. Не предлагают других. А завтра покажут Ювентус, Челси. Манчестер, Вильяреал показывать не надо. Нам Согласна. всегда Зачем? приходится рисковать, чтобы стать лучше. Принимать сложные решения, чтобы вдохновлять других. И это объединяет лучших в своем деле. Чтобы вместе быть сильнее. Фонбет. Официальный беттинг-партнер ПСЖ. Командир, можно доложить? Можно, итог пор установить, докладывай. Силы неприятеля превышают наши атаки через 5 секунд. Ладно, погнали. Мгновенная прокачка с механикой синтеза. Стань сильнее за секунду. Топ-вор. Присоединяйся. Чувствуешь? Натиск соперника. Напор нападающего. Мощь в противоположном углу. Пульс в висках. Чувствуешь? Как ставка включает. С первой и до свистка. Ты в игре. Фонбет. Регистрируйся в приложении, и 1000 рублей твои. Когда-то мы шли вслед. Блин, они прикалывают. Они сейчас секунду в секунду включат матч. Прежде мы преодолевали себя. Сейчас мы можем преодолеть Очень всё. много рекламы у них. Очень Если много. раньше мы шли на пролом, то теперь знаем более умные решения. Интересно, когда Матч ТВ выкупит в следующем сезоне АПЛ, они будут делать предматчевое интервью, после матча интервью? Или я буду вот эту рекламу смотреть Дабстера? Фонбет. Или я буду про Зенит смотреть рекламу каждый день? Мне просто интересно. Клуба Милан. Там будет как у Ока все четко. Пари Сен-Жермен. Нам доверяют Если сильные учесть, жители что мира. с матча Вступай ушел в еще и наш Казанский, Играй в Фонбет. какие же там комментаторы будут нам комментировать? Денича буду слушать, который будет орать «Зенит! Зенит!» Или Черданцева, который будет говорить, как жаль, что Саламыч покинул сборную. Или кто это там, Губерниев. Ну, он, спасибо, еще не комментирует. Ну там Поленов есть, он адекватный, Ниценко. Поленов раньше Англию комментировал, кстати, я помню. Ниценко. Еще есть Журавель, но не входит в этот список мой. Есть еще Эльмин Каримов, это так, вот он нормальный чувак. Троих насчитал, пипец, конечно. Матч представлен компанией Шнякин. Lays и Hotels.com. Нормальный. Официальный Шмурнов до сих пор там, вот удивительно, да? Кстати, столько скандалов было у них. Скандалакец той же. Снова где-то звучит. Ой, нет, из этой четверки я бы Шнякин только послушала. Подожди, там Нагучев, наверное, есть. Он тоже хороший. Да, ребята, вот это АПЛ-очку ждет в следующем сезоне. С такими комментаторами я до сих пор не понимаю, почему только один канал может выкупать АПЛ. В такой огромной стране может быть только один провайдер, их назвать. Один канал с правами на трансляцию. Так будет конкуренция. Ока и они. Намного лучше. Угадайте, кого бы все смотрели. Кстати, кто вот не шарит, они не знают, что на матче такая
дичь творится. Думают, ну матч хороший, там канал спортивный. А то, что есть Око, вообще никто не догадывается. Нагуч шняхит. Возможно, да. Не, Нагуч мне очень нравится, как комментирует. Это же он, по-моему, кричал блестяще. По-моему, он. Я, кстати, тот матч смотрел в реальном времени. И после этой фразы я поняла, что будут мемы. Когда тогда был еще плюс 500 популярен очень. Гол на 8-й минуте забил Идриса Гие. Так, ну что? Наконец-то они вышли. Если все здоровы, потому что трудность... Ну, сидите спокойно. Они какие-то не бесятся. То начинают команды второй тайм в том же составе, в котором расстались 15 минут назад. В этот раз розыгрыш мяча у Парижа. Ты можешь прикрыть дверь ко мне? И состав его команды Донарума сегодня в воротах. В центре обороны Кимпембе и Маркиньос, справа Хакими, слева Нуну Мендеш. В центре Верати, Эррера, Гие. И в атаке Неймар, Мбаппе и Месси. Крутят боевики половину дня. Да я знаю. Старые боевики а-ля Рэмбо, там, Рокки и прочее. Я даже про это уже не говорю. Нет, там еще иногда приходят эксперты, даже часто, в лице Ольги Бузовой или Володьки. Это супер, я считаю, это успех. В центре поля играет Родри. Если Казанский реально ушел с Матч ТВ, это офигеть какая новость. Я просто только все какие-то новости такие прочитала. И думаю, вряд ли это утка. И в атаке Рахим Стерлинг. Адекватные люди, они в принципе понимают все. И никакими деньгами их не удержишь. Если начинает гнить с головы все, то нормальные люди могут уйти даже в никуда. А у Казанского Стерлинг как же так пробил? А у Казанского был вариант с этим их коммент-шоу. Стерлинг с левой что-то не очень, да. Не, немножко не фартит, конечно. Сити. Процентов на 70 не фартит, когда с метра не попал. Ну ладно, там офсайд может быть. А вот тут тоже момент был. Да, а я не знала, представь, я вообще не слежу сейчас за этими новостями никакими. Смотрю, что сегодня вышел какой-то ролик у кого-то. Казанский обуходит, думаю, куда это? Это же Нобель уходил. Прикинь? И как объяснила, интересно, Тина, в моменте с Нобелем они объясняли там вообще все по-другому. То есть он на своем YouTube-канале выложил ролик, который они хотели на матче. Для него важнее YouTube, мы это ценим, ну, типа его собственное. Но ты работаешь на матче. А все оказалось гораздо проще. Нобель психанул после интервью Мамаева, которое его заставили провести. Это рука-лицо интервью, конечно, было. И он понял, что он не хочет в этом доме 2, доме 3 участвовать. Но Казанский, что, непонятно. Вроде он так терпел весь этот бред. Я говорю, они сейчас все уходят в YouTube. Сейчас на этот телек, конечно, там деньги огромные тоже, но на Ютубе тоже есть каналы, которые вместо привычного телевидения, где нет никакого другого мнения, только одно. В плане даже в спорте, поэтому о чем мы говорим. И это я и говорю, мне есть куда уходить. Просто как бы Казанский до этого на... Ну не Око, да, но на этом. С чуваками из Око сидел на ютубчике, в этом коммент-шоу. Да, там же у них Гудсайд, он тоже с матча. Там Стагниенко. И смотри, там штат так увеличивается, увеличивается, увеличивается. То есть там нет лимита. Сейчас половину матча заберут туда, и круто. И все понимают, самое интересное. Она продолжает рассказывать с экранов, что Матч ТВ самая крутая платформа. Но я хочу сказать, что когда АПЛ придет, к сожалению, придется многим переходить, и мне, возможно, в том числе, если я буду дальше смотреть, стримить,
как вариант, да, скорее всего, так и буду делать. Грилиш. Но, ну, если, конечно, у меня будет очень мало свободного времени, я буду карьерой заниматься. На стриме я уже, может, не так часто буду уделять внимание. И вот я не знаю, стоит ли вообще матч, как у них будет проходить это все. Вы так подумали, и я... Как у ОК так же грамотно, или опять с этими приколами с Бузовым. Это ладно. Другой разговор, что очень многие пойдут, ну, кто любит Англию, они будут смотреть у них. Если ОК не подключится и не выкупит тоже. Ну, то есть два канала транслируют АПЛ. Хочу вот, например, смотреть ОК, а не матч. Но неудобный для приема Кильяна Мбаппе мяч. Ну, попытался он выставить пятку, но дальше-то перспектив никаких. Де Брюйне! Прострел! Да, на фабрике футбола вышло интервью про... Возможные траектории. Внизу 3 футболиста Манчестер Сити. Про... 2 часа идет Казанский. У него, походу, интервью с Казанским было. Ничего себе. Вообще он с ним не расставался еще. Это круто. Второй тайм. Подача. Но угловой решает. Дрисаги выносить мяч. Ну, я не выдержу 2 часа смотреть, наверное. Хотя, кто знает. Много. Тихо, да я посмотрю, как это выглядит хоть. У Сити. И вот новая подача готовится. Морес. Устанавливает здесь визуальный контакт. Наверное, по скайпу, да. Ну, вот так я думал. По скайпу, по зуму связались. Так, ну что у нас? Маркиньос. Четче всех сработал в воздухе в этот раз. У нас тут 51 минута, 1-0 по-прежнему Париж. Два главных тренера. Грилиш. Бернарду Силва рядом с ним на фланге. Родри. А кто справа в атаке? Один Морес остался у Сити. Ну давай, вешай. Де Брюйне туда сместился, несколько перекомбинировал сейчас. Ой, Донарума ошибся, ничего себе. Чуть-чуть прям. Мяч упустил, там так Стерлинг полетел, такая анимация была забавная. Его там просто на корпус взяли. Выскользнул скользкий мяч. Тыщ, и все, корпус ставит Кимпембе, и там прям Стерлинг полетел. Это забавный момент. Неймар. Так, Париж бежит забирать второй. Хороший контроль мяча на скорости. Но Мендеш удар сзади по ноге получил от Родри. Штрафной, между прочим. А Месси играет, что-то мне кажется, вообще этого чувака нет на поле, как будто он не настоящий. Блин, как же он плох сейчас, реально. Хотя это не Месси в лучшие годы, конечно. Это пипец. Кто-то другой. Подсдал, конечно. Ну, это плюс адаптация в новом клубе, все такое. Мне кажется, вообще не... После Барселоны у него все... Ему сложно адаптироваться в другом чемпионате, конечно, в другом клубе. Кажется, естественно, было бы правой ногу задействовать для подачи штрафной площади. То есть должен сработать Неймар, но Месси подает. Месси подает. Очень легкая подача для соперника. Здесь Грилиш блокировал корпусом Верати. Молчит судья, не вмешивается. Нормально там дальше. Упал. Продолжается атака Пари Сен-Жермен. Верати. Здесь не смог протолкнуть мимо Ляпорта мяч в сторону Месси. Но из прессинга Париж не выключается. Ну вот это еще комментатор матча. Родри. Есть Журавель, а есть вот этот вот комментатор, я забыла. Почему-то он тоже не входит в мой список. Как они красиво переиграли троих вдвоем. Забыла. Пошел Морес по флангу. Бернарду. Я, кстати, на матче давно уже Нагучева не слышала. Шнякина. Так вот. Стерлинг и Грилиш. Не могу припомнить. В третий раз за 8 минут второго тайма штрафную площадь на Стерлинга не прошел. Хакими. Грилиша уронили, жесть. Я думал, там фол был, не было фола. Понял, что нужно делать, но, правда, передачу вперед сделал. Нет, Хакими это вообще просто машина. Как его Бавария не купила. Может, задорого не стали. Бавария задорого не покупает, но он бы в эту тачку хорошо бы зашел. Там каждый такой очень уверенный в себе и стабильный, что самое главное. Игрок. Но при этом Сити удается. Так, Морес. Много свободных зон. Как его свистывают. Ай-яй-яй. Тут двухметровый Донарума, я не знаю, как ему забить.
Почему освистывает Морес так сильно? Он что-то высказывался против Парижа? Может быть, это помогает. Не знаю, не Пари знаю. Сен-Жермен до сих пор не Не знаю пропустить. таких историй. Они просто Да, пробовали, я естественно, смотрел в играть интернете большой. про это. Но комбинация классная. Со свободой Мореза на фланге, с включением. А, может, он Кевина забил Де голы? Брюйне сквозь офсайдную линию. Трансляция вернулась, я надеюсь. 10-я минута второго тайма. Инициативнее, лучше. Ну вот если почитать, обратившись к английским футбольным источникам, действительно лучше. В этой Какая игре 10-я минута? смотрится Сити. 15 идет. Я не понимаю, о чем он. Моменты А, не, сейчас 10-й поражения, 45-й же но начали. видим, что Так, ну урожай, что, 50, он есть, 56-я собрать, пошла. не снять. Пока. 1-0 по-прежнему. Не, ну, Морес. Сити что-то там потихоньку подступает, но очень организованно Париж действует, очень. Завтра, кстати, матч будет показывать Ювентус Челси. Интересная игра будет, судя по тому, что у Ювентуса дела не очень. Помогает. Осмелюсь предположить, что Челси, возможно, выиграет. Но, опять же, кто знает. А вот жаль, что Манчестер не будут показывать. Вот это Уокер да. делал передачу, будучи уверенным, что там кто-то должен быть из своих. Ну, Волкер не глядя, как Фифе отдает. Только в Фифе ты видишь, кому даешь, а тут... Да, Вот тут момент пас Де Брюйна Де Брюйне, прям прозевал его здесь Нуну Мендеш. ногами сыграл здорово, И Донарума. Донарума, оставив правую ногу, прикрывать Комар дальний угол. какой-то усил. Выручает свою команду. Неймар. Да, интересно, как в Париже, Месси. ой, в Сити сложится игра, в Манчестере, но тут пока что Мбаппе не принял. В чем была сложность? У них не согласованные Да, действия. подряд. У Причем Месси и Мбаппе нет понимания. Взаимопонимание на нуле. Ушло. Пока нет, Пари Сен-Жермен. Хочется Месси, посмотреть эту Неймар игру и Мбаппе. Сити. Пока только три имени. Ну, в Манчестере, Три который очень будет. взводных Тут имени, интересно но будет. они Там родные высказались еще. трибуны и все, и... Во что-то Да, я думаю, две эти команды выйдут, в принципе, из группы. Рияд Морес. Логично. Как всегда, движение от свободного фланга Опасненько. со свободным набором скорости. Уже очень узнаваемая черта атаки Манчестер Сити. Большая такая скученность игроков Парижа, прикрывающих штрафную площадь. И всегда есть кто-то свободный на фланге у Сити. Или слева, или справа, а чаще всего и там, и там. Грилич. Через Родри. Тут Верати блокирует, казалось бы, но Де Брюйне подхватывает Париж атаку и перехват. всем Неймара, нет составом руки в у обороне. Неймара, Это вот тактика очевидно, Почеттино пытался судья. Кевин Де Брюйне, на Неймар контратаках сейчас. точно отпасовал на Мбаппе. На результат играют. И тот очень аккуратно решил сыграть ближнему. учитывая, Не что раскрывается потеря. красивый футбол, это не про то сейчас. Сейчас им надо удерживать результат. Ну, тактика, есть Родри. тактика. Спешит. Кильян Мбаппе начал движение с мячом, когда тот Блин, еще катился. не знаю, как сесть. Приближается время замен, и если отталкиваться от счета, то перестановки, казалось бы, нужны Сити, но учитывая, что Сити все-таки играет с инициативой и А регулярно кому, создает трудности. кого можно выпустить там, Париж, Сити? возможно, первым пойдет на какие-то замены. Надо Почетти. посмотреть их Они замены. легко отдают мяч. Снова Там мяч есть чужому Фоден, идет пусть от выходит, ноги Кильяна вдруг он Мбаппе. затащит. Какое-то совершенно невообразимое количество брака. Или он сейчас сломан, не знаю. У 7-го номера. Он же не уходил никуда в аренду, он же в клубе. Команду в этом сезоне Ему еще Гуэр забил хотел Кильян десятку, Мбаппе, или что, передал ну, он передачу. сказал Чемпионат в интервью, когда уходил, кому бы он хотел 10 номер, чтобы достался. А Де Брюйн говорит, под 17-м и так в порядке, а вот 10-й я бы отдал Фодену. Ну, 10-й взял Грилиш, ничего себе. Вот этот момент был. На помощь придет. Пришли. Вынесли мяч. Зажмурившись буквально. Не надо было своему, надо было просто подальше. То есть Фил Фоден ходит в любимчиках самого Куна Агуэра? Не, ну Фил Фоден, да, он очень хорош. Ну, под своим 47-м, что ли, он там был, бегает до сих пор. Хотя, может, уже 20-й. Какой-то он другой, по-моему, себе взял, не помню. Интересно. Остается у Сити и за боковой ведут футболисты английского клуба. Фил Фоден. 47, да, не брал меня. 20-й точно уже у другого там.
47 у него так и остался. Мяч выпускает. Неймар сразу посмотрел в сторону возможного паса. И здесь нет нарушения правил. Ой, там кто-то лежит. Джуниор лежит, встать не может. Родри. А Сити продолжает атаку. Нет, Де Брюйн выбил. Де Брюйн такой терпеть не будет. Выбивает. Хотя Грилиш там мог побежать в атаку. Родри сзади по ноге. Ну больно, больно. Голенью достал. Не так опасно, но больно. Одновременно. Родри. Да, он мяч вообще не играл. Почему судья это не заметил, непонятно. Кто-то, может быть, скажет, что это просто типичный Неймар. Обязательно должен найти момент. Может, поэтому судья и ничего не сказал. Типичный Неймар. Надо быть им, чтобы симулирует. Делать выводы. Тяжелый болезненный удар. Вот еще раз, это подача Канцелу. Да, опасно, Де Брюйн шел прямой ногой, конечно. Выставляя ногу. Да, но он убирал ее. Доннарума просто прервал передачу. Здесь не да, было да, речи, убирал. что Де Брюйн, он молодец. Он прям человечище. Атаку продолжил Сити, а он выбил. Он имеет право. Если бы был какой-нибудь новичок и выбил, может, ему бы досталось там, типа, в раздевалке. Ну, Де Брюйн имеет вес. В чем прелесть, конечно, их мгновенной жизни, они совершенно сейчас не рефлексируют, они просто наслаждаются моментом. Их команда обыгрывает Сити. И команда не пропустила. Жизнь прекрасна. Ну да, есть такое. Неймар возвращается, никакого тяжелого повреждения здесь нет, но и, наверное, все-таки надо вернуть мяч. Най, хватит, что это значит? Неймар? Тем временем Маурисио Почеттино ведет, видимо, разговор тут уже о перестановках по количеству передач. Мы видим, что перевес, который был в середине первого тайма в Париже, уже испарился. Сити, естественно, инициативнее. Сити это номер 1 сегодня по владению мячом и ведению игры. И вот очередной переброс мяча в свободную зону на фланг. Нет, ну как ПСЖ организованно располагается, обороняется грамотно. Я не знаю, что может переломить ход встречи, только замены, наверное. Сити без нападающего чистого играет, но, возможно, Жезус выйдет, он же нападающий, да? Но тут нет вроде... ну Стерлинг, да я думала, он более фланговый. В общем, походу, возможно, если Джезус в порядке, он выйдет. Но пока что я вам хочу сказать, я не знаю, что может переломить ход встречи здесь, правда. Вообще не понимаю. Остаться без мяча, бегать за ним. Какие-то замены нужны. Может быть, они и... Здесь подача. Все как-то ни о чем пока. Ну и мяч ничей. Они прям расстраиваются. Они видят, что у них ничего не получается. Марес отправлял передачу. Бернард. Ну где, блин, матч? Ну что ты будешь делать? Не дошел до мяча. Опять вылетает трансляция. И как будет Доннарума разыгрывать? Длинные передачи или все-таки короче? Разговаривает. Тут сам собой уходит Мбаппе, Маркиньос. Сделали ставку как раз на вот этот быстрый старт Кильяна Мбаппе, длинную передачу. Пытаются и Месси сначала, и Неймар, и оба они безуспешно отобрать. Мяч зацепиться впереди никому из них. Родриго там так... Не, Родриго очень хорош. Таким он пипец, что творит. Он просто одним движением убирает нескольких игроков. Может быть, и Карди. Да, хороший центральный полузащитник. Опорничек, наверное. Грилиш, Стерлинг. Пошел сам. Я думала об этом, да. Когда переходил Месси, я думала, ну... Верати. Типа... Подскочил под мяч. Не слишком ли много вас звезд? Лукавит судья. Новая галактика сделает. Реал сравнит 1-1. Ну, я же говорила, что такое тоже возможно. Вот если сейчас Шериф второй забьет, это будет удивительно. Но то, что он забил, уже круто. Пенальти? Бензема это вообще, конечно, вечный игрок Реала. Вечный. Мне кажется, Рауль уже уходил там в таком возрасте приличном. А Бензема все играет. Ой-ой-ой, вот смотри, что творит Неймар.
видимо, то, что выделился. Волкер включился. Этим шансом он был полностью его. Но Кайл Если бы не Волкер, тут было бы 2-0 возможно. Перевоевал. Хотя преимущество в скорости в позиции было у бразильца, Да? но одно касание. Я думаю, что Подставить под мяч совершил сейчас Кайл Уокер. эта тройка никому не внушает ужаса. Эррера. Генье. Ну, может, чуть позже, но опять же, вот Левый это фланг прям снова топов вряд ли. Раз там в 3 игры, может, что-то покажет. Ну, типа, Играть. Он не на пике формы. не будут постоянно такой демонстрировать футбол. Кстати, Неймар и Мбаппе нормальный футбол показывали еще в том году, позапрошлом. А вот сейчас Месси пришел, и что-то как будто он немножко не, этот пазл не сходится. Ошибочная передача у Парижа. Как будто он не в своей тарелке, он стоит, и он не понимает. Многовато потерь. Ну, мне так кажется, со стороны. Все-то ожидали, что сейчас Месси придет, пачками голы будет класть. Ага. Прям скажем, никакое. По нынешней игре. Де Брюйне. Я вот хочу, чтобы Сити дал им бойну, потому что понятно, что и те мешки, но Сити, они все-таки футбол показывают классный в Англии. Родри, Морес. Как бы мне этого не хотелось. И дальний удар с рикошетами, но... А тут типа всех накупили, ну хочется, чтобы щелкнуть их полностью. Марзянка чуть подробил мяч. На Матч ТВ смотрю. И просил... Эррера в МЮ. Итальянский... Нравился ли мне Эррера в МЮ? Да, он пахарь был. Я вообще расстроилась, когда он уходил. Я еще подумал, какой тупой трансфер. Продать Эрреру, хотя он для лавки, но... На лавке в основном был, но он очень отдавался игре. Друг друга нашли. А это платная трансляция, да? У меня матчевских нет никаких платных, только ОККО. И я не знаю, я посмотрю, загуглю, но Футбол 3, по-моему, у меня нет нигде, к сожалению. Ну, спасибо за информацию. Такого количества ошибок в простых действиях у Сити нет. Эррера, да, мне нравится. Он хорош. И остается, да, от него никто не ждет феерии какой-нибудь. Он в центр хорошо закрывает. Я не помню, Фред при нем был, нет, но Фред ему уступает, мне кажется. Ну давай, Грилиш, давай 100 лямов. Нет. Подожди, там вар. А, нет. Нет. Там офсайд, наверное. Судья на линии поднял свой флажок. Я думала, сейчас Грилиш уберет, блин, и вот тут вот. А он не смог там пройти, там, конечно, Верати очень чисто сыграл. Верати хорош. Фоден выходит, все, сейчас закипит новая жизнь. И, между прочим, он меняет Джека. Ну, давай, Фил. Я тоже ждала Фодена, между прочим. Оно раздувается, как пузырь, нужно... Даже не знаешь, потому что Сити там... Чтобы все это лопнуло и превратилось в гол. И вот, такой состав. Он до кубковой игры против Уикхэм Уондерерс не выходил в стартовом составе. Сити в этом сезоне сегодня тоже на замену, но против Уикхэма Фоден был очень хорош, очень остро отдавал передачи и сам забил классный мяч. Ну, Райса хотелось бы, да. Диди сегодня тоже обострит. Ну, тоже как вариант. Но мне кажется, Райс будет прям... Это только большому везению. Более имба такая, вклад такой серьезный. Плюс он моложе. Не знаю. Возможно, Эдерсон просто не подсказал Канцелу. Мне оба симпатичны. Ну, хотелось бы Райса. Разыграть что-то у Пари Сен-Жермен. А, серьезно? Я попробую так. Спасибо большое. Дай-ка я сейчас попробую фоном. Футбол 3 смотреть в прямом эфире. И не вылетает, да, трансляция у тебя? Если будет, то завтра я стрим проведу, конечно. Я посмотрю этот матч. Футбол 3 смотреть онлайн. Ну-ка. А, у меня, видишь, смотреть с помощью какого-то кода. Типа, я должна быть онлайн тут зарегистрирована. И у Неймара затеялся разговор с Эмериком Ляпортом. Наверное, надо какой-то левый найти. А ты ссылку можешь кинуть сюда? Фото красиво.
С чего ты смотришь? Тут есть какой-то Спорт 24, Стрим 365. Тот проскочил мимо Хакими, передача в штрафную площадь. И здесь беспорядок в обороне. А, вот, Стрим 60. Футбол онлайн .com. О, Фоден включился, поняли? Поняли как? Да, я, короче, футбол онлайн .com сейчас себе сохраню. Спасибо за информацию. Завтра, я думаю, будет стрим, да, если все пойдет в порядке. Все пойдет хорошо. Фил Фоден. Четко в позицию Грилиша вышел. Касался ли здесь Доннарума? Так, вот все. Нет, он не долетел до мяча, и Верати тоже. Так, возвращаемся к нашей прекрасной игре. Да-да-да, но я поняла, что про пиратскую. Ну, чё бы нет. А у меня она заработала, спасибо. Все. Я про ссылку, мне не надо ее кидать. Все, я нашла. Если у меня завтра откроется, все, норм будет, как сейчас, вообще, в моменте. На футбол, там что онлайн какой-то. То я запущу завтра стримчик. 5 попыток и 2 удара в створ у Парижа. Причем я даже не знаю, я когда искала матч АПЛ, не давали. Наверное, все-таки око сложно им взломать, а вот матч они копируют, пираты. 71 минута. Ну, 72-я уже пойдет. Вот в эту пятерку не входят 2 попадания в перекладину, а вот именно эти 2 официально промахи и были, пожалуй, самыми опасными ударами Сити в матче пока. Удары Стерлинга и Бернарду Силвы. Ну да, вот так вот вспоминаешь навскидку самые опасные моменты. Хорошая скорость, это атака. Понимаешь, что их было несколько, но они были очень серьезные. Параллельным курсом Кайл Уокер. Но до конца сработал Нуну Мендеш очередной угловой. Ну что, Сити, ну сравняй, ну щелкни их по носу. Ну хватит им, ну купили там всех. Разбирают своих. И не показывают красивый футбол. Это же не в фифе за них играть. Подача и Маркиньос в центре. У него роль как раз вот здесь Фоден, персональная. Такая вот человека, который прикован своим взглядом к мячу летящему и должен идти и выбивать его, куда бы тут ни летел. Верати, да. Тянут время, Париж. Смешные эти моменты, конечно, у них. Доли секунды выигрывают. Еще один аут. Вдвоем выбрасывают мяч. Друг другу пасуют. Пока не делает замен. А трансляцию я смотрю, Хэнки, вообще на матче просто бесплатно. Ты просто в Яндексе напиши смотреть Матч ТВ, и он тебе выдаст сразу Матч ТВ, и первый их эфир главный, он бесплатный. Без Full HD, к сожалению. Вот мне этим еще матч тоже не очень нравится. Почему я Full HD выбрать не могу? Окей, там автоматом Full HD. А здесь мне какой-то пипец, пиксели. Вот сейчас более-менее нормально. Ну, Мендеш. Возвращается в оборону. Не, подожди. В Сити этот Канцело, но бить справа ему Рубен. Несколько несподручно. Как Где капитанит? А Нуну Мендеш я что-то не знаю даже. Нуну Мендеш. Забегание Ашрафа Хакими. Месси с мячом. Так, Месси мчит. Смотри, сейчас забьет. Смотри. Кладет! Он забил наконец-то! Радости нет предела. Месси забил. Не будет победы Сити. Не будет. Вот так. Да. Пока проигрывает на Парк де Пренс. Разыграли с Неймаром. Наконец-то. Месси. Его прорвало. Ну, теперь 3 игры без голов проверяет. Кто знает. Четкие атаки. Ой, Сити вообще, конечно, жаль, что ничего не показали. Нападение соперника. Не, ну, честно говоря, голы красивые у ПСЖ, очень красивые. Первый гол, ну, второй там прям
в объятиях Да, друга. это старая их парочка, Неймара. Твикс, Неймар и Месси. Хорошая была комбинация. Вот тут я думал, он будет бить. Ну, не, ну Красивая разыграли прошла здорово. стеночка, и пяткой оставляет Пробил он мяч со второго же для момента, Месси. когда ему пас Килиан отдали. Мбаппе, он автор голевой передачи. Ну и ситуация, возможно, Как лучшие годы своей левой волшебной. Это, конечно, классика его игры. Смещением под Ну, я и с левой ноги в Париж не свободную очень зону. люблю, честно. Сити-то, Мимо конечно, ворот нет. промахнуться Но для Месси в этой ситуации тут, понимаешь, момент с этими покупками этих топов, блин. Хотелось бы, чтобы им показали, Седьмой что уже мяч футбол забивает в Лионель Месси, таким Англии. образом, в ворота Лоу, команд, которые типа. тренирует Хосеп Мы Гвардиола. тоже мешки денежные, но у нас... Ну и свой У нас состав, может, не мяч такой, как в этом 150-й сезоне, игре как у вас, но мы в карьере можем. Лиги Чемпионов. Ладно. Забил Месси. Пеп прям провалил, да. Ну, прям, не то, что провалил, но не Конечно, угадал. левой рукой, где он, Что-то по который тактике забивает он чаще всего. не угадал. Кстати, тоже юбилейная цифра. Ну, если В проиграл, карьере можно сказать, 630-й провалил, гол конечно, левой матч. ногой. Не, ну Общей ничего сложности страшного. Группа серьезная. Сначала профессиональной карьеры. Выйдут, наверное, и стартовала те, и для него те. В голевом смысле 16 октября 2004 года в матче против Эспаньола. Сейчас смотри, Сити раскроется и третий 852 получится с такими мяча. паниками. Мбаппе. Мбаппе наконец включился. Кстати, я заметил, Мбаппе, это не пенальти, Мбаппе в ключевых матчах, прям в очень важных, Свалился, судья смотрел на него, не затем, включается пока в его не эпизоды. отвлекла более интересная Прям картина, пошла контратака у Сити, Мбаппе и вот здесь не надо свистеть. получается. Вот здесь Что надо когда показывать, Манчестер что Юнайтед с ними играл, там на выезде 2-0 проиграл, точнее дома проиграл, а на выезд приехал в Париж и пресечь разговор. 3 мяча забил. Мбаппе, по-моему, 3, да? Мбаппе вообще не был заметен. А Париж там уже праздновал голы. Как-то вот в финалах, что-то как-то у него не то все. Засыв перспективной Да я атаки. тоже думаю, что Да, нет, это все скорее начало, грубость, понятно, скорее за но грубость. такие игры прикольные в И самом замена. начале, конечно. По Сразу вывеске. с двух сторон Не, ну так я, заходят в игру новые так лица. я не, Марко в Верratti, коем но его случае после не переживаю за месяца Сити. раскола, наверное, Это тяжело. скорее хотелось минут отбегать. интриги и против Парижа хоть Разумеется, что-то, желтый чтобы карточек показали. не скажешь, что у него был перерыв Ну в ладно. карьере. Сыграл очень здорово. Виналду Свои вместо уровни. Верratti. Жоржиньо Ну Виналду, да ладно. который вписывается пока в действие Пари Сен-Жермен, но очень тяжело после своего перехода. Самый главный Играет Манчестер без блеска, хотя, это может быть, и не ждет другой. от него никакого блеска Почеттино в этой И полузащитной он позиции. не Сити. Сейчас поменял итальянца. Он навсегда в моем сердце. И это не Сити. Ну, а прикинь, сейчас Сити возьмет и 2 отыграет. Вот это будет просто Де Брюйне, Просто ответ всем, кто в него не верил уже. Ну, осталось мало времени, вряд ли. Тут хотя бы один забить. С этим мячом Ашраф Хакими. Канцел. Вынос Маркиньоса. Завтра будет Ювентус Челси. Здесь придал Вот я говорю, тоже интересно. Иначе бы, пожалуй, Хотя, наверное, предсказуемо более, что Челси там. Сейчас я посмотрю по этим букмекерским. Морес. Что Челси там лидер этой пары. Счет чуть более комфортный для Парижа. Не все может так оказаться прозаично. Так, Не гарантированно футбол. победный. А где мне ЛЧ посмотреть? Я не понимаю, у Винлайна ЛЧ нет, что ли, отдельно? Бернардо. Пас прошел, играет международный. можно Доннарума. Все уже встали почему-то Нет, в не обороне Пари международный. Сен-Жермен. В ожидании взмаха флажков. Вот он. Последовал таки. Международные клубы, во, нашла. Лига чемпионов. Милан обыгрывает Атлетико, Дортмунд обыгрывает Спортинг. Порту, Ливерпуль 1-4, Лейпциг, Брюгге 1-2, Реал, Шериф 1-1. Забрасывает мяч. Доннарума понимает прекрасно, что не туда. Габи Жезус еще 3-6 на Ювентус, 2-2 на Челси. Ну да, как я и думала. Вслед за Завтра будут играть Филом Аталанта Фоденом Янг поменял Бойс. Рахима Стерлинга. На Янг Бойс 6,6, Бразильский кстати, дают. нападающий. Зенит Мальмио. Да ладно, на Мальмио Еще один 5,8.
Так верит в «Зенит». Бавария, Динамо. Обалдеть. Динамо 2-4. Бенфика, Барса. И, кстати, ну Барса, точно, она же сейчас ни о чем. Вот тут интересно, я думаю, Бенфика должна тут брать. Вольсбург, Севилья, Юнайтед, Вильяреал, Зальцбург, Лиль, Юве, Челси. Не, ну вот, кстати, Зенит, Мальмё, я бы, например, поставила, если бы у меня была возможность, что Зенит не проиграет. Ой, боже мой, что Мальмё не проиграет. 2,47 дают, но... Кимпембе. Не знаю. Идриса Гие. Месси в одно касание. Неймар. Снова Месси. Так, подожди, я что-то пропустил столько сообщений. Харри Кейна не хватает. Харри Кейн. Ювентус Челси не будет интересно. Нету Дибалы и Марата. Да, Ювентус что-то сейчас не очень хорош. Челси вряд ли выиграет ЛЧ. Повезло Тухелю. Тут у меня есть подписчик один, Игорь. Фамилия Марченко или как. Вот он болеет за Челси, и он скажет абсолютно другие слова. Но я считаю, что в том финале, я его на работе-то смотрела, ночные смены свои вечные, я была в шоке. Как Сити проиграл Челси в финале, правда. Я была уверена, что Сити трешку положит. Но Тухель вот тактик и стратег. Мальме Зенит будет интереснее. Вот я и думаю, неужели нам в Мальме букмекеры не верят и так уверены в победе Зенита? Зенит, который каждую Лигу Чемпионов вылетает жестко, с треском и опускает российские клубы ниже в этом в уровне, в этом левеле, короче, вниз их опускает. Подача в штрафную площадь, допрыгнул до этого мяча. И в квалификации, и сам Симак объявлял это, во всеуслышание говорил, что нам ЛЧ не так важна, как чемпионат внутренний. Быстро разыграли футболисты Сити угловой. На этом мои полномочия все, как бы, мне все ясно. Реал Шериф пока 1-1, для Шерифа отлично. Ну, конечно. Челси самый заслуженный победитель ЛЧ. Но, когда был финал 2008-го, я думаю, Челси сказал бы, что они заслужили, но там Терри упал. Но везет тому, кто везет. Ну, в финале Челси-Сити, да, откровенно говоря, я думала, что Сити будет. Но все мы ошибаемся. Да что-то в последнее время финалы так 1-0, заканчивается 2-0. Скучно как-то, 1-1. А играет, создает, обостряет другая. Ну когда играл Ливерпуль, Реал, там было больше голов, но когда Кариус творил дичь. Доннарума. Ну все тут, ребят, 83-й, тут можно тушить эту игру, прям вырубать ее. Эррера, Неймар. Справа посвободнее, там и Месси, и Хакими. Месси положил красивый гол, да, ничего не могу сказать. Но по-прежнему не считаю, что он прям проявит себя на все 100% в Париже. Небольшой, но все-таки фол. Он вечно там в своих травмах лечится. Я просмотрела, как Жезуса выпустили. В своих травмах этот Месси и все. Ну, определенный, конечно, вклад вносит в Париж, естественно, но Икарди так и не появился, да? Пари Сен-Жермен и просит пройти. И Месси не меняет. Соответственно, есть тройка, которую нельзя менять. Это Месси, Мбаппе и Неймар. Поменяй кого-нибудь из них, будет истерика, слезы. Зачем нам это надо? Неймар. Пас на Хакими. С этими звездами не так все просто. Тренеру тяжело. Там не так посмотришь уже, в черный список попадешь. Кимпембе. Кариуса, да, конечно. Но это прям не уровень Ливерпуля был. Я помню, да, но... Еще тогда, помню, смотрел, думаю, ну сейчас будет бой. Сейчас Ливерпуль даст бой. Ага. А там Реал на раз-два разобрался. Там...
Ну, по-моему, там сейчас не числится все 7 Ливерпуля, не в арендах, продан, для Парижа по-моему. была только одна ничья при 3 поражениях в истории. Ну, то есть я думала, может, он турнире. по арендам до сих пор бегает, но вроде продали. Так, сейчас навскидку говорю. Но еще нужно доиграть. 85-я минута. Не, ну Сити, конечно, пытается, но они знают, что у них будет домашняя встреча, и ничего еще не потеряно, все это понимают. Но... Мне вот им сложно будет Парижу. Сдается мне, что победы там их не будет. И дважды даже пропустил его. После чего бразилец упал в штрафной Не, ну площади, Джезус тут сам спотыкнулся и упал, об ногу ворот. ударился, конечно. Назначает судья. Пенку Это просит. работа. Но Лионеля Месси, касание, которое он совершал, касание, которым он менялся, вот это одно единственное. А, погоди, это не Неймар отдавал, это Мбаппе? Я почему-то была уверена, что это Неймар, прикинь. Со своим левым виском. Ведь он мог. Просто так Неймар быстро к нему подбежал, что я подумал, это Мбаппе. О, как красиво они разыграли с Мбаппе. Мяч влетел в девятку. Я думал, это Неймар был. Сори. Ну что? Не сказать, что прям уверенная победа Парижа, но победа. Минуты стали голевыми для Пари Сен-Жермен. Страдает Месси, получил удар в плечо. Что-то месяц получил по плечу, прям, да, неприятно, наверное. Технические зоны здесь на Парк де Пренс, обратите внимание, такие вытянутые к полю, но не вдоль поля. Не дает возможности тренерам так прогуливаться. Да, представь, да, и Реал не может их обыграть. Участвуя разговорами в игре. Кстати, в последних 2 играх Парижу добавляли, там паузы были в дополнительное время. И Париж в то время прям забивал. То есть они сейчас абсолютные лидеры своего чемпионата. Шериф забил. Согласен. Ты поставил там деньги? 21 был коэффициент? Называющий красные бутсы сейчас. То есть ставишь косарек и не паришься потом. Мяч. Обалдеть. Ну Реал. Это начало. Но это своего рода интрига, конечно, естественно. С которой начиналась игра. И сенсация. Точнее, возобновлялась игра в начале и... второго тайма. У меня нет слов просто. Заходы в как Реал умудрился 2-1 Шерифу слить. Ну, может, еще сейчас включатся они, конечно, бегут. Грилиша. Но я представляю, кто просто на шару поставил такую ставку. Я говорю, когда что-то там ставишь, думаешь, логику ищешь везде, ничего не получается. Просто, поставлю Шериф, и тут происходит все. Тут можешь сколько угодно разбираться в футболе, но кто их играет даже, да, чисто такое вот. Не уж прям совсем по тактике, а вот так. Кто крепче, кто сильнее, ага. А Шериф берет и выигрывает. Ну, просто сейчас нет гегемонии ни Реала, ни Барса, ни Ювентуса, и они какие-то разобранные немножко. Но Реал более собран. И их можно обыгрывать. Ну, Янгбой же обыграл Манчестер. Ну, о чем мы говорим? Ну, Янгбой это не Шериф, это все-таки, мне кажется, посерьезнее клуб. Более именитее, может. Прикольно, конечно. Я прям радуюсь, когда андердоги что-то показывают. Это приятно. Потом игроков, когда продают. Ну, то есть, какая-то жизнь кипит. Ну что они там свистят? Штрафной, ну о чем мы говорим? Минуту играть до конца. Отбирая мяч у ряда Мореза. Ой, блин, ну давайте заканчивать, я уже спать хочу, не могу это смотреть. И начали здесь друг друга теснить футболисты. Просто они такую вату закатали, что я сейчас усну. Данило Перейра. Зайти в игру Данило. Сейчас или как его там? Ну, короче, Данило. Полузащитник, видимо, получает разрешение.
Вместо Идриса Гие за должен того уйти. чувака, который забил первый гол, Гана, или там, Гие, у него Гана написано. Погремуха его. Выгоняют его буквально из этой игры, он не хочет с ней расставаться. А раньше можно было Пока мяч, который он уходить забил, на замену только вот в эти ворота, за которые вот так он пошел сделал своему сейчас, коллеге, Ярец. сокоманднику. А сейчас выйди, куда хочешь, тебя заменят. По Это позиции удобно, замена так правильно. Данилу. По-моему, Данила Перейра его, по-моему. Полное имя его. В точку полузащитную. Кроме того, он еще высокий футболист. Может помочь на стандарте. Говорят, Морес готов бить. Ну что, Морес? А Доннарума все-таки мечтает, видимо, Или Де без Брюйн? пропущенного дебютировать в Лиге Чемпионов. 4 минуты, ну как в первом тайме. Конечно, тоже отличный вариант для Верен удара. себе этот испанский судья. Здесь оба варианта хороши. Я думаю, Де Брюйн будет бить. Серьезная Хотя у стенка. Мореса разбег Тут такой прилет серьезный за там. ней, блокируя возможность удара низом. О, это Месси! Месси лежит за стенкой. Ну что ему Вот стоять, это он не хочет, он не высокий, что ему там в новое стенке для него делать? совершенно. Лежит и лежит. В этой длинной красивой Морес драме бьет. футбольной жизни. Удар с левой Мореза. Двухметровый Доннарума Жан тащит. ищет Доннарума в правом углу. Сегодня не Встречается с день, мячом. несите. 4 минуты добавил судья к второму тайму. К первому тоже добавлял 4. Но 1 минута уже ушла. Жуау Канселу. Канцелу некому отдавать. Все закрыты. Здесь ввязывается. А ведь Грилиш в приходил оборонительную работу в Неймар. Сити, как он сказал, за всякими Держит мяч, трофеями. кружит с ним. Посмотрим, И еще получит и ли гол он их. зарабатывает, выиграл время для своих. Действительно, Неймар гораздо охотнее, чем во все предыдущие сезоны, что он Ой, проводит ну в Париже, Неймара, стал да, задели нормально. возвращаться и таскать рояль. Здесь красивая, конечно. Ну, тут был бы в девятку, картина еще открывается может быть, нам бы не с так Паук, дотянулся, который а это совсем демонстрирует легко. всю сложность этого штрафного для Доннарумы, потому что фальш-стенка горожан расступилась, и именно в эту точку Что там кошка мне полетел делать, мяч. я не поняла. Так, ребят, 2 минуты осталось играть. Спасибо вам большое, что пришли на мой стрим, что мы тут 2 пообщались с минуты из 4 вами. ушли. Париж обыгрывает Сити. Завтра карьера за Манчестер Юнайтед. В начале ролика будет написано расписание серий, когда они будут выходить. Точно применить свою коронную фразу о том, что Должна лучшая я команда успевать в проиграла, сроки. но Сити пока еще не проиграл. Хорошая передача и 2 варианта здесь. Габи Жезус и Фоден. Третьему запасным, Жду видимо, вашей становится угловой. поддержки на роликах. Актива надо выстрелить Нет, это был на этом аут. ютубчике. Бернарду Силва. Были времена Выдвигается в Данилу 18 на Родри. фифе или в 19. 20 тысяч просмотров у меня. 18, вот, по-моему. вот он момент Или истины. в 19. 20 тысяч. Вот он. ПСЖ, Юнайтед набирали. Я После тогда и катал. которого- Сначала за который Юнайтед, или потом за гол, ПСЖ. Или 0. 20-19 тысяч. Рейналду. Вообще сейчас никто почти не смотрит. Ну, смотрят ребят мои. Неаккуратно. Но вот прям в таком количестве нет. Ну ладно. Выставил ногу и уронил рядом Мореза. Алгоритмы Ютуба так работают. Все, обалдеть. Они выиграли 2-1. Вот это шериф. Вот это он сделал. Возможно, придется мячи считать, поэтому Ну, даже я прям проиграть поаплодирую забитым им, голом красавчики. Сити И те, кто зарядил деньги на них, может просто оказаться лучше, чем просто проиграть. с везунчики. нулем. Посмотрим за этим ударом. Реал расслабленный, Кто там походу, снова? Месси вышел. лежит за стенкой. Нет, Месси здесь был на ногах. Морес высоковато бьет. Новый удар Мореза получился другим по исполнению, и поведение ложной стенки тоже было иным. Не разошлись, а пригнулись здесь Да, футболисты Сити. Лазит там. Морес рисовал траекторию в своем воображении в дальнюю девятку, но мяч умер на трибуне. Последние секунды. и я Так, думаю, что все, Париж я можно поздравить с закрываю первой эту в этом замечательную сезоне победой в Лиге трансляцию. Чемпионов. Довольный Кейлор Навас все-таки понимает, что
Вот просто так своего места в воротах. Все, 2-0. Париж обыграл Манчестер Сити. Не получилось интриги, не было такого типа, что ты смотришь и думаешь, ну все, сейчас кто-то что-то покажет. Нет, просто абсолютно спокойный матч прошел. С парочкой моментов серьезных у Сити, но Сити не реализовали их. Все, спасибо, да, спокойной ночи, спокойной, всем большое спасибо, всем пока. Увидимся завтра, наверное, скорее всего, будет в это же время стрим Манчестер-Вильяреал, если у меня все будет норм по трансляции. Пока. Ну, точнее, по